Приветствую вас, дорогие друзья! Мое предыдущее видео об истории Арцаха и Нагорно-Карабахском конфликте вызвало определенный интерес у общественности, в смысле своей информативности и полезности. В этот раз своим новым видео я бы хотел обсудить с обществом другую, не менее важную тему, касающуюся одной из самых трагических страниц истории армянского народа – геноцида армян в Турции. Нам порой кажется, что общественность в достаточной мере осведомлена о деталях геноцида армян. 24 апреля каждого года армяне по всему миру отмечают эту трагическую дату своей истории. Практически каждый армянин знает имена главных виновников геноцида армян, помнит о героях операции под названием «Немезис», касающейся ликвидации главных преступников геноцида, и требует осудить Турцию за все произошедшее. При всем этом большинство людей черпает соответствующую информацию из поисковика Google и Википедии. И все это нам кажется достаточно. Однако, как показывает практика, даже человек, имеющий высшее образование, очень часто никогда не исследовал историю Армении и не знаком с этим незабываемым периодом судьбы армянского народа. Очень часто мы имеем дело с заблуждениями. А знания в этой области довольно часто недостаточно основательны и аргументированы. При этом во время каких-либо обсуждений данной темы в рамках конференций, собраний и других мероприятий вы очень часто встретите, в частности, турок и азербайджанцев, которые довольно хорошо подготовлены соответствующими структурами своих государств и у которых уже имеются предварительно выученные вопросы и заявления, с помощью которых они надеются поставить армян в неловкое положение, требуя от нас, например, какие-нибудь приказы о совершении геноцида, либо обвиняют армян того времени в мятежах или предательстве. Данным видео я бы хотел заполнить все соответствующие пробелы в знаниях общественности. Помимо этого, в 2020 году, в преддверии чествования 24 апреля, являющегося, как я уже сказал, памятной датой для всех армян нашей планеты, мы с вами стали свидетелями некого письма, подписанного представителем Министерства иностранных дел Украины, с призывом к официальным лицам Украины воздержаться от участия в указанных мероприятиях и не употреблять термин «геноцид армян». Я считаю, что данное письмо направлено даже не столько против Армении, сколько против армян диаспоры, включая диаспору в Украине, то есть граждан Украины, этнических армян. Я убежден, что подобные письма являются проявлением крайнего неуважения к армянам, как национальному меньшинству в Украине. Я полагаю, что указанная позиция МИД Украины не отражает интересы украинского народа и направлена против дружественного ему армянского народа, в том числе проживающего на территории Украины на протяжении многих веков, имеющего глубокие культурные корни и представленного сегодня в Украине одной из самых многочисленных армянских диаспор, которая в большинстве своем приносит ощутимую пользу государству Украины. Кроме того, я уверен, что политические и финансовые аспекты не могут и не должны заслонять собой правовую и моральную суть вопроса, господа. Должностным лицам любого государства следует знать, что государства не являются их собственностью. Политики и дипломаты обязаны представлять интересы всего народа, проживающего на территории определенного государства. При этом я, конечно же, допускаю, что сотрудники и дипломаты МИД Украины, как и многие простые граждане, могут и не знать, что на самом деле происходило и происходит сегодня в регионе Армянского Нагорья. Я прекрасно понимаю, что вопрос признания или непризнания геноцида армян является сегодня больше политическим, и в этом смысле позиция МИД Украины мне понятна. Она, конечно, не удовлетворительна для меня, но абсолютно понятна. Но вместе с тем я считаю абсолютно неприемлемыми те формулировки, которые делаются официальными должностными лицами в связи с этим непризнанием. В данном видео в том числе я желаю проинформировать всех политиков и дипломатов, причем не только Украины, но и всех других государств, не признающих геноцид армян, о том, почему именно для армян важна память о событиях столетней давности. Уходя от политической риторики к юридическим и доказательственным исследованиям, материал данного видео даст возможность принимающим решения лицам и рядовым гражданам сделать осознанный выбор того, что можно сделать в отношении ряда вопросов, которые потребляли огромный объем энергии и внимания армян в течение столетия. То есть
Это признание геноцида армян, материальные и территориальные репарации. Там, где другие вовлекаются в ориентированные на результат выступления, основанные на собственных представлениях о том, что возможно или приемлемо, я проанализирую и аргументирую все на основании архивных записей, договоров, прецедентов и международного права. Следует заметить, что армянские проблемы не совсем те задачи, для которых можно найти однозначное решение. Они затеряны в случайных дипломатических переговорах, втянуты в институционные махинации и запутаны в спорах общественного мнения. То есть в сумеречной зоне, так сказать, между международным правом и политикой, где риторика, корысть и власть рождают право. На этом поле боя основными средствами для требований и обороны являются хорошо организованные фактические данные и тщательно продуманные аргументы. Эти инструменты должны быть мастерски освоены и держаться у всех наготове. При этом указанная тема должна хорошо изучаться не только армянами, но и принимающими международные решения лицами, а также теми, кто имеет влияние на последних. Иногда это средства массовой информации и общественность, но чаще это безликие бюрократы и институционные финансовые элиты. Как показывает практика, войны могут быть выиграны на поле боя, но проиграны за столом переговоров. Армянский народ, малый союзник на стороне победителей в Первой мировой войне, познал это на собственном горьком опыте, когда победители уступили, а возможно даже поощрили захват земли проигравшими за счет армян. И тем не менее история показывает, что определенные идеи наверняка имеют последствия. И хорошо отточенные, хорошо развернутые идеи могут стать камнем преткновения для высоких и мощных целей. Идеи все еще могут достичь цели, даже в паутине международного права и геополитики. И вы знаете, друзья, я вырос постоянно держа в голове одну фразу, которую мне говорили в детстве. Звучит она следующим образом. Человек на своей родине представляет свою семью, а этот же человек за пределами своей родины представляет свою родину. И сегодня, как никогда, я убеждаюсь в правдивости данного утверждения. Желаем мы этого или нет, однако армяне диаспоры ассоциируются с Арменией, а Армения, несомненно, ассоциируется с армянами диаспоры. Это не хорошо и не плохо, это просто вот так вот и все, как говорится. Таким образом, можно сделать вывод, что каждый армянин на планете, желает он того или нет, является в некотором смысле послом Армении. В связи с этим можно считать это видео руководством неким для каждого такого посла во всех уголках нашей планеты. Данный материал будет полезен как для армян, проживающих за пределами Армении, так и для широкого круга всех других лиц, всех национальностей, интересующихся данным и подобными вопросами. Информация интересна, полезна и поучительна для всех тех, кто когда-либо будет в будущем обсуждать вопрос геноцида армян в том или ином виде, либо будет иметь встречи с турецкими оппонентами или антиармянскими пропагандистами. Материал подготовлен исходя из изучения турецкой литературы о геноциде армян, а также турецких антиармянских сайтов, имеющих пропагандистский характер. Я попробую предоставить максимально основательные, сжатые и всеобъемлющие ответы на все основные турецкие тезисы. В частности, мы обсудим следующие темы. Политика отрицания Турции геноцида армян, происхождение термина геноцид и отличие геноцида от других преступлений, факт осуждения резни армян непосредственно судом Османской империи и другие доказательства геноцида, численность жертв геноцида, самооборона армян в период геноцида, параллели между геноцидом армян и другими геноцидами 20 века, турецкие архивы, правовые требования Армении и армян к Турции, материальные и территориальные репарации и другие международно-правовые вопросы. Я посвящаю это видео всем жертвам геноцида армян, как мою память о них, и всем выжившим в этой трагедии армянам. Также всем тем заслуженным лицам, кто внес и продолжает вносить свой бесценный вклад в дело признания геноцида армян, а также в процесс материальных и территориальных компенсаций Турцией за совершенные ею преступления против человечности.
Так, поговорим о политике Турции по отрицанию геноцида армян, как в общих чертах, так и в некоторых подробностях. Сейчас сразу хочу отметить, что сегодняшняя Турция официально является правопреемником Османской империи, в связи с чем Османскую империю я иногда буду называть Турцией, что не является ошибкой, как с точки зрения международного права, так и с точки зрения здравого смысла. О правопреемстве Турции и Османской империи я отдельно еще скажу в одном из разделов. Итак, геноцид – это не одно какое-то определенное действие, это продолжительный процесс. Международная ассоциация исследователей геноцида определяет 10 этапов геноцида. Первый – классификация, то есть разделение людей на свой-чужой, по этническим, расовым, религиозным и национальным признакам. Например, в Османской империи это были турки и армяне, в нацистской Германии немцы и евреи, в Руанде хуту, тутси, ну и так далее. Второй этап – символизация, то есть даются названия определенным группам и выделяют их любыми символами – крестами, звездами и так далее. Третий этап – дискриминация, то есть ограничение прав определенной группы населения. К примеру, армяне, не будучи мусульманами, считались второразрядными гражданами Османской империи. Им запрещалось носить оружие, они платили более высокие налоги и так далее. Четвертое. Дегуманизация, то есть одна группа отрицает право другой группы на существование. При этом члены преследуемой группы приравниваются к животным, вредителям, насекомым, болезням и так далее. Пятый этап. Организация. То есть геноцид всегда организован государством. Например, это создание организованных подразделений, фактических исполнителей геноцида, государственных или негосударственных. Шестой этап – поляризация, то есть это разжигание ненависти и конфликта между группами, в частности с помощью СМИ. Запрещается любое взаимодействие между представителями определенных групп. Седьмой этап – подготовка. То есть определяются и выделяются жертвы по принципу этнической или религиозной принадлежности. Составляются списки. Национальные лидеры или лидеры групп преступников планируют окончательное решение армянского вопроса, еврейского вопроса, вопроса тутси или другого так называемого вопроса целевой группы. Восьмой этап – преследование, то есть принудительное перемещение определенных групп в концлагеря или пораженные голодом районы, а также непосредственно подвергание голоду. Кроме того, это всегда конфискация имущества. Девятый этап – уничтожение или истребление дискриминируемой группы. Для убийств этот процесс является именно истреблением, так как убийцы не считают своих жертв за людей. И десятый этап, последний – это отрицание. Данный этап всегда следует за геноцидом, и это является одним из наиболее верных индикаторов возможного повторения дальнейших убийств. Сюда входит сокрытие доказательств и улик, запугивание свидетелей, а также всех, кто об этом говорит. Как правило, они отрицают совершение каких-либо преступлений и в случившемся обвиняют сами жертвы. Кстати, многие специалисты утверждают, что преднамеренное отрицание геноцида следует квалифицировать как прямое или непрямое соучастие в совершенном геноциде. Собственно говоря, я абсолютно с этим согласен, поскольку если не устранены последствия преступления, значит это преступление продолжается. Следовательно, отрицание геноцида армян со стороны Турции сегодня прямо означает, что геноцид армян продолжается. Далее. Армянское лобби по всему миру тратит довольно много сил и средств на признание геноцида армян различными государствами и принятие в этих государствах соответствующих резолюций. И в качестве конечной цели ставится вопрос признания геноцида армян Турцией. В связи с этим, друзья, я обращаю внимание абсолютно каждого на чрезвычайно важный момент. Когда мы говорим о необходимости признания геноцида армян Турцией, то следует иметь в виду, что геноцид армян впервые был признан самой Османской империей, а именно соответствующими решениями суда Османской империи 1919-1920 годов. Решения османских трибуналов прямо свидетельствуют о том, что Турция была в числе первых государств, признавших геноцид армян. Та самая Турция, которая сегодня геноцид отрицает.
Естественно, что термин геноцид на тот момент еще не использовался, однако сути дела это не меняет. А касательно происхождения и правовой оценки термина геноцид, а также подробностей судебных решений Османской империи я скажу в следующих разделах. Далее. Пробуждение армян в вопросе признания геноцида и предъявления соответствующих требований началось в 1960-х годах, как в СССР, так и в США и всей армянской диаспоре. В частности, в США целое поколение ученых и активистов начали информировать американскую общественность о преступлениях, совершенных Турцией десятки лет назад. Для Турции это стало полной неожиданностью. На протяжении многих лет Анкара считала, что главное это наличие крепких межправительственных отношений. А Госдепартамент США, в свою очередь, призывал защищать Турцию, поскольку она является важным торговым партнером и важным членом НАТО. Однако теперь турки поняли, что отныне этого уже недостаточно. И решением для них могла стать теперь победа в войне общественных связей. Начиная с 1975 года Турция начинает вовлекать различные организации по общественным связям в реализацию в том числе иных целей. Помимо рекламы туризма, как это было до этого. Турция начинает сотрудничать с организацией, занимающейся общественными связями, корпорацией Manning, Selvidge & Lee, которая распространяла материалы от имени правительства Турции с целью оказания влияния на мнение конгрессменов США и общественности в отношении Турции. В дальнейшем в эту работу были привлечены и другие компании, корпорация Edelman International, Doremus, а также одни из самых главных организаций, это Gray & Co. и Hill & Knowlton. По предложению и совету вышеуказанных организаций, которые были профессионалами в вопросах манипуляций с общественным мнением, Турция, помимо политики и стратегии примитивного отрицания геноцида армян, параллельно внедряет более искусную тактику сеяния сомнений, которая на тот момент уже использовалась, в частности, табачными компаниями, как средство борьбы против неопровержимых фактов, относящихся к здравоохранению. Приведу на эту тему конкретный исторический пример. В течение 20 века в американском обществе проходила кампания по противодействию курению, в рамках которой, в частности, много рассказывалось и писалось о вреде сигарет здоровью человека. И существовала такая британско-американская табачная компания под названием Brown & Williamson. Так вот, в своем меморандуме или мемуарах от 1969 года они писали о своем опыте противодействия вышеуказанной компании и соответствующим силам. И вот что они пишут, цитирую. «Сомнение – это наш продукт, так как это лучшее средство для конкурирования с теми фактами, которые существуют в сознании широкой публики. Сомнение – это также средство установления противоречий». Кроме того, в 1972 году вице-президент по связям с общественностью Института Табако Фред Панцер в своих мемуарах с похвалой отзывается о стратегии, которая уже 20 лет идеально работает, а именно создание сомнений в отношении обвинений здравоохранения без прямого отрицания сути этих обвинений. Он отмечает, что единственной стратегией защиты от нападения, имея в виду обвинения о вреде курения, может быть создание сомнения с помощью утверждения «еще не доказано на 100%». Таким образом, мы можем констатировать, что целью турецкой пропаганды с этого момента стало сеяние зерен сомнений у мировой общественности, говоря о том, что все не так очевидно, что нужно организовать какие-то специальные комиссии, что-то кому-то доказывать и так далее и тому подобное. И именно в рамках этой политики и тактики за денежный грант в размере $3 миллионов США в 1982 году турецкое правительство создает в США Институт тюркологии, которым руководил известный протурецкий османист и тюрколог Хет Лори. Институт начал работать с американскими востоковедами и историками, награждая их денежными грантами за публикации статей и книг касательно, так сказать, желаемых или желательных тем для Турции. Было принято принципиальное решение не нацеливаться на отрицание геноцида армян, а лишь работать в направлении поднятия престижа и авторитета в области науки тех ученых, которые сотрудничают с этим институтом, а также в направлении приучения этих ученых к обильным и щедрым денежным грантам этого института.
Первая, так сказать, атака турецкого сомнения имела место в 1985 году, когда в газетах New York Times и Washington Post был опубликован материал, в котором содержался призыв к Конгрессу США от имени 69 ученых не голосовать за принятие резолюций о признании геноцида армян. В частности, в связи с тем, что якобы еще многие факты должны быть дополнительно исследованы, пока историки смогут наверняка отделить виновников от невиновных, а также определить причины указанных событий. Со временем указанный подход привел ко вполне конкретному предложению турецкой стороны, а именно, турками было предложено создать комиссию историков по исследованию событий 1915-1923 годов. Однако мы прекрасно понимаем, что реальная цель этого предложения следующая. На протяжении десятилетий доказывать необходимость дополнительных исследований и всегда поддерживать данный вопрос открытым. В Турции сменялись правительства и президенты, однако тактика защиты от нападений осталась прежней. И в качестве основного средства начало использоваться в том числе правительствами Турецкой партии справедливости и развития, причем в более открытом виде. Так, 10 апреля 2005 года, впервые за всю историю, тогда еще премьер-министр Турции Эрдоган направляет официальное письмо тогдашнему президенту Армении Роберту Кочаряну, в котором говорится в частности следующее. Мы призываем создать единую группу из историков и других экспертов, представляющих два наших государства, которая исследует события и процессы 1915 года в архивах не только Турции и Армении, но также и всех других третьих государств, имеющих отношение к предмету проблемы, и затем поделится с международной общественностью результатами этих работ. Здесь примечательно следующее. Первое. Данное письмо появилось в турецкой прессе еще до того, как дошло в Ереван. И это предельно ясно свидетельствует о том, что под этим письмом скрывалось не желание дать решение проблеме, а исключительно желание оказать влияние на общественное мнение. Безусловно, важна также и дата 10 апреля. То есть, как и в предыдущие годы, так и в этот раз. Накануне 24 апреля Турция делает шаг для определенного изменения ленты новостей и отвлечения внимания прессы, а также с целью предоставления поля для маневров тем политическим деятелям, которые не очень охотно выполняют требования армянского лобби. И второй примечательный момент – это то, что письмо сразу же распространилось в Конгрессе США с явным намеком на то, что между Турцией и Арменией якобы начался процесс нормализации и урегулирования отношений. И что любое действие США, как, например, принятие резолюции, могут лишь помешать этому процессу. Тут мы также убеждаемся в том, что действительным адресатом турецкого письма был не президент Армении, а международное сообщество, в частности, законодатели США. Интересно также то, что, несмотря на то, что президент Армении Роберт Кочарян ответил на указанное письмо, однако турки и по сегодняшний день распространяют ложное мнение, что письмо Эрдогана якобы так и осталось без ответа армянской стороны. Впрочем, как учат в большинстве дискуссионных школ, и в частности, как говорят софисты, во время дискуссии смысл состоит не в том, чтобы доказать свою идею своему сопернику, а в том, чтобы убедить судей, и особенно аудиторию. И тем не менее, в Турции начали понимать, что тактику сомнений, как единственную стратегию защиты от армянских требований, нельзя использовать бесконечно. И необходимо было найти новую уловку или выдумку в противодействии армянским фактам о геноциде. Так, в декабре 2008 года со стороны множества журналистов, политических деятелей и ученых в Турции началась акция или кампания под названием «Простите нас». В инициированном сборе подписей турки просят прощения у армян за, цитирую, «великую катастрофу армян Османской империи, которой они подверглись в 1915 году». В течение первых 24 часов эту акцию подписали 5000 человек, а в январе 2009 года количество подписавших достигло уже 30 тысяч. Данная инициатива предопределила новую тактику, которой впоследствии вооружилась Турция, а именно
предлагать использование различных эпитетов вместо термина «геноцид армян», которые не содержали бы в себе слово «геноцид». И вовсе не случайно, что в ближайшую же после начала этой акции, годовщину геноцида армян, 24 апреля 2009 года, тогдашний новоизбранный президент США Барак Обама воспользовался возникшей возможностью и в своей речи использовал выражение «великое злодеяние». Таким образом, теперь уже две тактики – сомнение и искажение названия – начали дополнять друг друга и достигли своей вершины накануне столетия годовщины геноцида армян. Тогдашний министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу опубликовал 10-страничную статью, продвигая идею так называемой справедливой памяти, в которой решил поставить знак равенства между жертвами геноцида армян и убитыми в период Первой мировой войны турками, используя при этом еще одно ключевое слово «общая боль». К этой статье присоединилось еще и заявление тогда еще премьер-министра Турции Эрдогана, естественно, накануне 24 апреля, в котором он, говоря о событиях 1915 года, отмечает, что эти времена были сложной эпохой, полной мучений для турок, курдов, арабов, армян и миллионов других граждан Османской империи вне зависимости от их религиозной или национальной принадлежности. Параллельно с выражением своих соболезнований потомкам убитых армян, Эрдоган снова повторяет свое предложение о создании комиссии из историков с целью, как он говорит, научного исследования событий 1915 года. И, безусловно, международная пресса проглотила эту наживку, и 24 апреля 2015 года лента новостей была полна характерными заглавиями, вроде «Турция соболезнует армянам», что-то наподобие этого. Здесь также является примечательным тот факт, что еще до того, как заявление Эрдогана дошло до Армении, оно уже было распространено в турецкой прессе, турецкой прессой на 9 языках. То есть турецкая сторона очень четко осознает, что в борьбе идей или убеждений их целью является не армянская аудитория, а международная общественность. Подобное поведение руководства Турции, обращения и заявления его политических деятелей являются выражением того самого отрицания, только в новой упаковке и в гораздо лучше подготовленном виде. Что касается сути вышеуказанных заявлений. Говоря о так называемой справедливой памяти, необходимо прежде всего устранить все табу в Турции касательно закрытых тем в этой стране. Перед тем, как вступать в диалог с армянами, первое, что должна сделать Турция, это организовать и обеспечить открытое и свободное обсуждение в турецком обществе событий геноцида армян и открыто информировать общественность о случившемся. Когда руководители Турции смогут превратить эту тему в предмет открытого обсуждения среди общественности, если люди за это не будут арестовываться, и чтобы не срабатывала при этом статья 301 Уголовного кодекса Турции и так далее, тогда лишь можно говорить о формировании справедливой или общей памяти. Государство, 70% населения которого не имеет никакого представления об этой теме, не знает, что это такое, не может говорить о справедливой памяти. Если эта тема закрыта, если в турецких учебниках нет никакого материала касательно этих годов, если в их школах этого не проходят, не преподают, когда эти годы и явления как таковое вообще забыты, то такое общество не в состоянии сформировать не только справедливую память, но и вообще память как таковую. Конечно, причиной этому служит также и турецкая политика промывания мозгов, продолжавшаяся на протяжении десятилетий, начиная еще с режима кемалистов 100 лет назад, и в рамках этого уже сконструирована история. В Турции сегодня все проходит в точности, как это было у Джорджа Оруэлла, если помните, где один из лозунгов партии гласил: кто контролирует прошлое, контролирует будущее, кто контролирует настоящее, контролирует прошлое. То есть другой истории, чем той, что преподносится в учебных заведениях Турции, просто не существует. Для полной картины в Турции не хватает еще Министерства правды. Ну, во всяком случае, нечто подобное полиции мыслей в Турции уже сегодня существует. Таким образом, турецкое общество представляет не ту историю, которая в действительности имела место быть, а ту историю, которая для нее была специально создана и сформирована
по указанию правящего режима и государства. В таких условиях ни о какой справедливой памяти вести речь нельзя. Теперь, что касается сравнения Эрдоганом жертв Османской империи. Я, безусловно, уважаю память о всех народах и людях, потерявших жизни в результате и в процессе Первой мировой войны. Я соболезную безвозвратной потере мирного мусульманского населения, что произошло по причине втягивания страны в Первую мировую войну бездарными младотурецкими деятелями Османской империи, а также сочувствую горю умерших представителей турецкого народа в процессе войн, следовавших одна за другой в этот временной промежуток. Но вместе с тем считаю необходимым внести одно принципиально важное уточнение. Армянские и турецкие жертвы несравнимы настолько, насколько несравнимы жертвы Холокоста евреев и жертвы среди фашистов или изморенных голодов немцев в период Второй мировой войны. То есть, одно дело, когда солдат с оружием в руках сражается и погибает, защищая свою страну или ее границы, и совсем другое дело, когда мирное население массово уничтожается под завесой войны. Любая война подразумевает жертвы, и любое государство, которое вступает в войну, должно быть готово к жертвам как среди мирного населения, так и среди военного населения. В нашем случае турецкие жертвы можно считать жертвами войны, а совершенные в отношении армянского населения невозможно поместить в эту концепцию жертв войны, поскольку это представляло собой целенаправленное уничтожение людей. И депортации, и убийства, которые были направлены по отношению к армянам, как представителям конкретной религии или национальности. То есть в данном случае речь идет о явлениях абсолютно различного содержания. В одном случае это убийство по национальным или религиозным признакам, а в другом случае это жертвы войны, то есть которые как с юридической, так и с историко-политической точек зрения представляют собой абсолютно разные явления. Предлагаю детальнее проанализировать этот вопрос и турецкие манипуляции. Помимо жертв армян, жертв среди армян, понесенные Османской империей жертвы оценивается в более чем 1 миллион человек, которых можно разделить на 3 категории. Первая категория. Условно разделить. Первая категория – это жертвы турецкой стороны или убитые солдаты проигравшей армии. Виновниками этого являются руководство Османской империи, которое втянуло страну в войну, а также бездарные генералы Османской армии. Позже я приведу несколько примеров отрывков позорного участия османских войск в Первой мировой войне. Итак, численность этих жертв среди османской армии колеблется около цифры в 400 тысяч человек. Погибшими здесь были лица, призванные в османскую армию, которые сражались против русских и британцев и защищали территорию своей страны. В этом смысле они пребывали с противником в равных условиях. И с тем же успехом они в свою очередь убивали русских и британских солдат. При этом абсолютно несправедливо и неверно рассматривать в одной плоскости вооруженных турок, погибших во время военных действий, и мирное армянское население, подвергшееся массовому убийству со стороны турецкой армии и вооруженных турками разбойничьих групп. Вторая категория жертв – это погибшие в годы Первой мировой войны мусульманское население империи, которое турецкой стороной представляются как жертвы, причиной которым служат армяне. Турецкие историки в качестве козла отпущения традиционно предпочитают указывать на армян как виновников. Здесь, как и в случае с жертвами первой категории, часто приводится пострадавшее турецкое и курдское население во время продвижения русской армии. И приводятся, в частности, имена Андроника Узаняна и Товмаса Назарбекова. Здесь важно напомнить о том, что проживающие, например, в западной части Османской империи армяне, в Измире, Эскишехире, Бурсе и других местах, не были виноваты ни в продвижении русской армии, ни в деятельности Андроника Узаняна и других, которые, кстати говоря, не являлись подданными Османской империи, а были солдатами русской армии и гражданами Российской империи. Об этом я позже расскажу подробнее. И третья категория жертв. Другими жертвами Османской империи, помимо армян, были также греки и ассирийцы, которые в годы Первой мировой войны также подверглись геноциду со стороны османских турок.
Согласно некоторым источникам, численность жертв среди ассирийцев, подвергшихся геноциду, достигает 500-750 тысяч человек. Политика геноцида в отношении этого народа, проводимая младотурками, была также предварительно спланирована и организована. И также являлась целевым преступлением, о чем свидетельствуют как выявленные признания османских высокопоставленных офицеров, так и свидетельства дипломатов стран Антанты, иностранных миссионеров, прессы того времени, архивных документов и, наконец, очевидцев. Кроме того, в результате проводимой политики в отношении греческого народа в Понте в 1914-1923 годах на этой территории по большей части не осталось греческого населения. Жертвами политики младотурок и последовавшей за ними политики кемалистов стали более 350 тысяч понтийских греков. Политика погромов, проведенная турками в отношении ассирийцев и греков, согласно критериям международного права, однозначно квалифицируется как геноцид, что еще раз доказывает то, что Османская Турция является геноцидальным государством. Таким образом, безусловно, любая человеческая жизнь ценна, и мы можем соболезновать Турции как правопреемнице Османской империи в отношении всех ее жертв. Но вместе с тем необходимо различать людей, ставших жертвами геноцида, от людей, ставших жертвами военных действий. Бездорожный армянский народ исключительно из-за своей религиозной и национальной принадлежности потерял большую часть своего населения. Таким образом, несправедливо и аморально ставить здесь знак равенства. Далее, следует также отметить, что многие, к сожалению, проглатывают и некоторые другие турецкие наживки, в частности, наживку под названием «свобода слова». Мол, криминализация публичного отрицания геноцида армян – это ошибка, поскольку ограничивает свободу слова или право на наличие субъективного мнения. Но простите, а с каких пор эта защита преступления стала свободой слова или наличием мнения? Ну попробуйте, например, сегодня сказать в Германии, что у Гитлера были свои причины на истребление евреев. Даже не отрицая Холокост, а просто попробуйте выразить оправдание и привести аргументы в пользу этого. И уголовная ответственность вам обеспечена. Кроме того, геноцид армян – это не просто историческое явление и событие прошлого. Обращаю ваше внимание на то, что геноцид армян – это единственный геноцид, который все еще продолжается, поскольку последствия данного преступления носят продолжающийся характер. То есть все виновные в прошлых геноцидах так или иначе были наказаны, а жертвы частично или полностью получили и все еще получают компенсацию. В этих случаях последствия геноцидов в определенной степени преодолены. Геноцид армян – это единственный случай, с которым преступники не только не наказаны или осуждены на международном уровне, но более того, геноцид армян все еще продолжается, поскольку продолжаются последствия этого геноцида. Мне иногда говорят, ну все это же было в прошлом, ведь евреи же не держат зла на немцев. Но я всегда отвечаю, что все дело в том, что новое поколение немцев понесло соответствующие наказания за преступления своих предков. Причем как в моральном, так и в материальном смысле. А новое поколение турок нет. Более того, в Турции сегодня улицы названы именами османских деятелей, сравнимых с именем Адольфа Гитлера в Германии. То есть именами турецких лидеров Османской империи, организовавших геноцид армян. И как вы желаете, чтобы армяне относились к турецкому государству? С доверием и прощением? При этом Турция, как я сказал выше, однажды уже признала совершенное ее преступление посредством решений судов Османской империи. И лично для меня цель сегодня – это даже не признание геноцида армян Турции еще раз, а устранение последствий этого геноцида, восстановление моральных, материальных и территориальных прав армян. Армения сегодня оказалась в блокаде из-за геноцида. Вследствие геноцида, а также благодаря последующим усилиям Владимира Ленина и большевиков в целом, Армения сегодня не контролирует значительную часть своей жизненно важной территории, необходимой для развития. Армения потеряла выход к морю и стала гораздо уязвимее в военном плане. Все эти потери сильно ограничивают возможности развития государства и народа. Следовательно, до тех пор, пока последствия геноцида армян не будут устранены, развитие Армении будет сильно затруднено и ограничено.
о правовых требованиях армян я скажу в другом разделе. Так как мы выяснили из предыдущей главы, одной из тактик Турции является использование ею любых эпитетов, не употребляя термина «геноцид армян». То есть можно называть произошедшее как угодно, лишь бы эти выражения не содержали в себе слово «геноцид». Кроме того, довольно часто турецкой стороной высказывается мысль о том, что в 1915 году еще не существовало термина «геноцид», а соответственно уничтожение армян невозможно квалифицировать как геноцид. Так вот, давайте с этим разберемся. Слово «геноцид» действительно впервые было официально закреплено на международном уровне лишь 9 декабря 1948 года в документе под названием «Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него». Но при этом от того, что геноцид евреев, например, имел место за несколько лет до указанной даты, геноцид евреев не перестает быть геноцидом евреев, верно? Как бы вы это ни называли, геноцидом или холокостом, суть в том, что это было целенаправленное уничтожение определенной группы людей по национальному или религиозному признаку. Более того, приведу краткую историю происхождения самого термина «геноцид». 15 марта 1921 года в столице Германии, Берлине, произошло следующее событие. Армянский студент по имени Сагомон Тейлерян, который был очевидцем зверского убийства членов своей собственной семьи, застрелил бывшего к тому времени министра внутренних дел и главу Османской империи по имени Мехмед Талаат Паша. И в последовавшем за этим судебном процессе, в течение которого европейская общественность впервые узнала о целенаправленном уничтожении армян османским правительством, убивший был оправдан немецким судом. То же самое произошло и с другими членами Центрального комитета Османской партии «Единение и прогресс». Практически все из них были застрелены армянскими мстителями в рамках операции под названием «Немезис». Так вот, со слов самого автора термина «геноцид», польского юриста еврейского происхождения Рафаэля Лемкина, именно эти события, и в частности вышеуказанный суд, оказали на него огромное влияние. Будучи возмущенным безнаказанностью организаторов массового истребления армян, еще с 1930-х годов он начал научно заниматься данной проблематикой. Рафаэль Лемкин считал, что наказывать преступников, организовавших геноцид, должны не сами жертвы, а международное право. В 1943-1944 годах он придумал слово «геноцид», имея в виду, в частности, уничтожение армян в период Первой мировой войны и уничтожение евреев в период Второй мировой войны. Кстати, в интернете есть видеоинтервью самого Лемкина в оригинале на английском языке, как подтверждение моих слов. И затем он продолжил свою борьбу, кульминацией которой как раз таки стало принятие Генеральной Ассамблеи ООН в 1948 году Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Тут вы можете спросить, в таком случае и уничтожение американских индейцев тоже следует считать геноцидом? Или, скажем, резню, учиненную Чингисханом в свое время? Это, на первый взгляд, логичное, но абсолютно безосновательное утверждение. Итак, почему не всякая резня является преступлением против человечности или геноцидом? Отвечаю. В каждом обществе любое деяние может считаться преступлением, если данное деяние попирает установленный обществом такой постулат, попрание которого данный общественный строй квалифицирует как преступление. Очевидно, что одно и то же деяние в одном обществе может рассматриваться в качестве преступления и быть наказуемым, но вместе с тем быть совершенно законным и даже распространенным в другом обществе. Например, употребление алкогольных напитков в Саудовской Аравии и России. Или же одно и то же деяние может быть законным на одном этапе развития данного общества, но совершенно незаконным на другом этапе. Например, рабовладение и работорговля в США или нацистская идеология в Германии. Следовательно, понятие преступления меняется в зависимости от времени и пространства. Если сильно упростить вопрос и представить его, например, с точки зрения уголовного права, то мы можем сказать следующее. Если в Уголовном кодексе отсутствует статья, квалифицирующая определенное деяние как преступление и предусматривающая за него наказание,
то данное деяние для данного общества и в данный период времени не является преступлением. Это же положение в принципе касается также международных отношений и международного права. С давних пор во время войн резня мирного населения или его уничтожение иным способом было почти повсеместным. На протяжении веков, к сожалению, резня и порабощение военнопленных или населения захваченных населенных пунктов воспринималось как абсолютно нормальное явление. Это прискорбный факт истории, однако эти явления никогда не рассматривались как незаконные действия, а тем более преступления, поскольку на тот момент не существовало признанных на международном уровне юридических договоренностей и обязательств, объявляющих подобные деяния вне закона. До 1899 года, то есть до Первой Гаагской конференции, вопрос, в частности, мирного населения во время войны рассматривался как внутренний вопрос сторон конфликта и страны, ставшей предметом раздора. То есть до указанной даты уничтожение мирного населения рассматривалось как внутреннее дело соответствующего государства. Правовые оценки относительно указанных вопросов могли даваться лишь с точки зрения внутреннего законодательства определенного государства или на основе соответствующих двусторонних договоров, документов или договоренностей, если таковые имелись. И только после того, как 4 сентября 1900 года вступила в силу Вторая Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, подписанная в Цюрихе 28 июля 1899 года, население и воюющие стороны оказались под защитой и в компетенции международного права. В преамбуле вышеупомянутой конвенции закреплено следующее. Впредь до издания более полного свода законов войны высокие договаривающиеся стороны считают уместным провозгласить, что в случаях, не предусмотренных принятыми ими постановлениями, население и воюющие остаются под охраной и действием принципов международного права, поскольку исходят из обычаев, установившихся между цивилизованными нациями, законов человечности и требований общественной совести. Конец цитаты. Вышеупомянутое правовое положение, закрепленное Гаагской конвенцией, известно в международном праве под названием Декларация Мартенса. В честь автора данного положения Фридриха Мартенса, российского дипломата, юриста-международника и ученого немецкого происхождения, который был полномочным представителем Российской империи на Гаагской конференции. Необходимо подчеркнуть, что Османская империя была в числе стран-учредителей, подписавших данную конвенцию, и ратифицировала этот документ 12 июля 1907 года. И, кстати говоря, именно этот документ и его ратификация Турцией дали основание странам-союзникам Первой мировой войны, Франции, Великобритании и России, 24 мая 1915 года обвинить Турцию в преступлениях против человечности и цивилизации. При характеристике политики Турции касательно уничтожения армян. К нашему прискорбию, это стало первым в истории случаем применения данной формулировки международного права в международных отношениях. Таким образом, несмотря на то, что до 1900 года в истории было множество случаев, которые по своим характеристикам соответствовали типу преступлений против человечности и геноциду, однако с точки зрения международного права они не могли квалифицироваться как таковые, поскольку международный документ, дающий им соответствующую правовую характеристику и осуждающий их, вступил в силу лишь в 1900 году. И еще маленькое уточнение. Очень часто английское словосочетание crime against humanity переводится неверно. Оно по ошибке переводится как преступление против человечества. Правильный перевод – это преступление против человечности или преступление, направленное против человечности. Все дело в том, что английское слово humanity, в частности как на русском, так и на армянском языке, может иметь значение как человечество, так и человечность. Однако между словами человечество и человечность есть существенная разница. Человечество – это все люди в целом, то есть по сути некая абстрактная группа. А человечность – это присущее человеку качество, некая поведенческая установка, если хотите. Впрочем, ошибка допускается в основном в журналистике, а квалифицированные юристы и первоклассные дипломаты всегда употребляют это выражение правильно, то есть как преступление против человечности.
а также все наиболее авторитетные издания, касающиеся международного права, однозначно переводят слово humanity как человечность. В качестве важнейших таких примеров можно отметить две работы, подготовленные под эгидой ООН. Это справочник по терминологии законов вооруженных конфликтов и международных гуманитарных организаций и справочник по терминологии международного публичного права и международных организаций. Будем надеяться, что после этого разъяснения журналисты и простые граждане, а также политологи и дипломаты будут использовать исключительно правильную формулировку – преступление против человечности. И напоследок по этой теме скажу также следующее. Для деяний, которые согласно международного права квалифицируются как преступление против человечности, каковым и является геноцид армян, срока давности не существует и существовать не может. Как я уже сказал, геноцид это не просто историческое явление и не просто событие прошлого, как это стремится представить Турция. Это самое тяжкое преступление из всех существующих, которое влечет за собой вполне конкретные последствия для государства, его совершившего. Правоведы характеризуют это как преступление преступлений, поскольку оно содержит в себе множество тяжких преступлений. Это убийство, работорговля, незаконное лишение человека свободы, изнасилование, расстреляние малолетних, присвоение или повреждение чужой собственности, уничтожение или присвоение культурных ценностей и так далее. То есть, по сути, это преступление вмещает в себе весь Уголовный кодекс. Геноцид как преступление подготавливается и осуществляется государством. Одним из основных элементов геноцида, которым он отличается от других похожих, возможно, даже более кровавых преступлений, является особое предварительное намерение или преднамеренность, либо предумышленность. Так же, как убийство и преднамеренное убийство отличаются друг от друга по степени тяжести, также и самой важной отличительной особенностью геноцида является существование преднамеренности и умысла, в отличие от других видов массовых убийств. В связи с этим для оценки события геноцида принципиально важно определить и подтвердить наличие особого и специального предварительного умысла. А это можно сделать двумя методами. Первый метод представляет собой наличие документов. То есть предоставить документ или ряд определенных документов, в которых записано, что определенную группу людей необходимо полностью уничтожить. При этом письменных документов, конечно же, может и не быть, поскольку и в Османской империи, и в нацистской Германии, и в Руанде все хорошо понимали, что геноцид является таким преступлением, которое подлежит наказанию во всех случаях. Кроме того, следует иметь в виду, что геноцид является преступлением, а любой преступник всегда старается скрыть любое совершенное преступление. Поэтому во многих случаях найти документы довольно сложно. Однако, как бы там ни было, как бы архивы ни чистились, геноцид является столь массовым событием, что очистить все следы этого преступления практически невозможно. Вместе с тем, в случае отсутствия или недостаточности документов и архивов, специалисты обращаются ко второму методу, а именно общему анализу событий, когда все преступление и все действия исследуются и приходят к выводу, что целостность всех деяний свидетельствует о том, что имела место преднамеренность, в свою очередь свидетельствующая о том, что имел место геноцид. Так вначале обсудим первый метод оценки геноцида, касающийся наличия документов. В случае, например, с геноцидом евреев, существует один документ, который свидетельствует о преднамеренности Холокоста. Это протокол совещания Ванзейской конференции от 20 января 1942 года. Ванзейская конференция – это совещание представителей правительства и руководителей нацистской Германии, проходившее в округе Берлина, городе Ванзе. Это совещание офицерского корпуса высокого уровня, на котором присутствовали старшие офицеры СС, должностные лица национал-социалистической немецкой рабочей партии и гражданские служащие. Совещание было организовано лицом, контролировавшим гестапо и службу безопасности Германии, начальником главного управления имперской безопасности Рейнхардом Гейдрихом. На совещании обсуждался вопрос так называемого окончательного решения еврейского вопроса. Так, один из подчиненных Рейнхарда Гейдриха, Адольф Эйхман, сделал записи и впоследствии в количестве 30 экземпляров раздал непосредственным участникам, а также другим лицам, имеющим отношение к мероприятию.
Один экземпляр под номером 16 был найден в марте 1941 года в документах Министерства иностранных дел Германии американскими исследователями, исследовавшими преступления войны. Приведу один фрагмент из текста этого документа. В больших однородных трудовых лагерях трудоспособные евреи должны строить дороги на восток. Несомненно, подавляющее большинство из них будет уничтожено по естественным причинам. Все остальные, выжившие, несомненно, будут наиболее стойкими из них. С ними нужно поступать соответственно, иначе в результате естественного отбора они сформируют зародыш нового еврейского возрождения. В тексте неоднократно упоминается высказывание о необходимости окончательного решения еврейского вопроса, что в частности и приводит к утверждению о преднамеренности Холокоста. Далее. Немногие знают, но что подобно Ванзейскому, аналогичное тайное совещание имело место и в конце января 1915 года в Османской империи. На этом совещании присутствовали руководящие должностные лица Османской империи и члены Центрального комитета руководящей партии младотурок «Единение и прогресс», а именно министр внутренних дел и фактически руководитель партии Мехмед Талаат Паша, военный министр Османской империи Исмаил Энвер Паша, морской военный министр Ахмед Джемаль Паша, организатор и руководитель специальной организации Бехайдин Шагир, другой член специальной организации доктор Назим Бей. Кроме указанных лиц также присутствовали начальник управления общественной безопасности внутренних дел Исмаил Джан Пулат, который впоследствии был назначен губернатором столицы города Константинополь, начальник политического управления главного штаба Османской армии полковник Сейфин, известный своими близкими отношениями с Энвером. На совещании также присутствовал начальник управления разведки Министерства внутренних дел Османской империи полковник Эсад, который сделал соответствующие записи, а впоследствии в конце войны сдал этот документ британцам. Общественность узнала о существовании этого документа из публикации его перевода на армянский язык, напечатанного в армянских газетах Константинополя в 1919 году. Итак, в процессе указанного совещания было принято решение, состоявшее из 10 пунктов. Материалы касательно этого документа были найдены из британских архивов. И был опубликован текст вышеуказанных 10 пунктов. Привожу эти 10 пунктов. Первое. Согласно пунктам 3 и 4 регламента Комитета партии «Единение и прогресс», закрыть все армянские союзы и арестовать всех, кто когда-либо действовал против правительства, и отправить их в вилайеты, подобные Багдаду или Мосулу, и уничтожить их по дороге или на месте. Второе. Конфисковать оружие. Третье. Посредством соответствующих и специальных способов натравить мусульман против армян, в частности в местностях Ван, Эрзрум, Адана, в которых армяне фактически уже удостоились ненависти мусульман. Спровоцировать организованные погромы, как это сделали русские в Баку. Здесь маленькое отвлечение, имеется в виду резня армян в Баку Российской империи в 1905-1906 годах, организованная российскими властями того времени. Четвертое. В провинциях Эрзрум, Ван, Мамурет, Уль-Азиз и Бетлис оставить все на выполнение народу. И наоборот, в таких местностях, как Адана, Сивас, Бурса, Измит и Измир, активно помогать мусульманам вооруженными силами. Имеется в виду жандармерией. Пятое. Осуществить мероприятия, направленные на уничтожение всех мужчин в возрасте до 50 лет, священнослужителей и учителей, и оставить женщин и детей с целью их обращения в мусульманскую веру. Шестое. Выселить все те семьи, которым удастся спастись, и осуществить мероприятия с целью устранения их связей с местами их рождения. Седьмое. Учитывая то, что армянские должностные лица могут быть шпионами, полностью снять их со всех государственных должностей и ведомств. Восьмое. Используя соответствующие средства, убить всех армян, пребывающих в армии, оставив реализацию этой задачи вооруженным силам. Девятое. Все действия везде начать одновременно, тем самым не дав возможности подготовки оборонительных мероприятий. И десятое. Обратить внимание на сохранение совершенной секретности этих инструкций. О них не должны знать более 2-3 человек.
По сути, если мы сравним все это с тем, что произошло в действительности, то мы увидим, что эти 10 пунктов, к сожалению, были четко реализованы. Для чего важно это совещание и лица, принимавшие в нем участие? Дело в том, что в Османской империи действовала однопартийная система, и подобно Советскому Союзу, она управлялась таким же политбюро, Центральным комитетом партии. Решения принимали члены ЦК партии. А на местах представители ЦК партии были более влиятельными, чем губернаторы. Наиболее влиятельной ячейкой ЦК партии «Единение и прогресс» являлись как раз лица, принимавшие участие в вышеуказанном совещании, а именно Мехмед Талаат, доктор Назим, Бехайдин Шакир. Сам же Мехмед Талаат был как министром внутренних дел, то есть имел официальную должность, так и являлся одним из важнейших лиц ЦК партии. Он сыграл важнейшую роль как в вопросе принятия решения касательно геноцида армян, так и в вопросе реализации этого решения. То есть формально Османской империей руководило правительство, но в действительности страной управлял Центральный комитет партии младотурок. При этом в Османской империи существовал параллельный механизм управления. И геноцид армян осуществлялся посредством двух каналов – государственного и партийного. При том, что более влиятельными были рычаги партии «Единение и прогресс». Координатором процесса геноцида был непосредственно сам Талаат Паша, посредством двух рычагов влияния своей власти. То есть как министр внутренних дел и как фактический руководитель младотурецкой партии. К примеру, как министр внутренних дел по официальным каналам Талаат направлял губернаторам провинций империи официальные приказы о выселении армян. И в то же время, параллельно с этим, по партийным каналам он давал приказы представителям Центрального комитета партии, находившимся в различных провинциях империи, об уничтожении армян. Как я уже сказал, именно вышеуказанный Центральный комитет партии «Единение и прогресс» принял первостепенное решение об уничтожении армян. И еще до того, как заработает государственный механизм, по партийным каналам уже были распространены детали реализации этого решения. И процесс уже начался. Геноцид осуществлялся под непосредственным покровительством членов Центрального комитета партии «Единение и прогресс». В частности, посредством специальной организации, действующей под руководством Бехайдин Шакира, известного члена ЦК партии, одного из ключевых фигур в геноциде армян. Кстати, известно, что в период уже Турецкой республики действовала специальная комиссия, которая занималась уничтожением всех подобных документов. Если сегодня попробовать найти вышеуказанные партийные документы, то найти получится исключительно то, что ускользнуло от внимания этой комиссии. Большой объем документов, а также то, что они были написаны арабскими буквами на османо-турецком языке, позволило, чтобы некоторые документы выскользнули из внимания. Однако, несмотря на столь существенные чистки турецких архивов, некоторые документы все-таки были обнаружены как армянскими, так и иностранными исследователями. Далее. Как я уже сказал в самом начале, политика младотурок по уничтожению армян, реализованная посредством высших военных инстанций, была официально осуждена самими турками еще в 1919-1920 годах. Если сегодня обращаться к этому вопросу, то следует говорить не о признании Турции геноцида армян, а о повторном признании Турции геноцида армян, поскольку однажды Турция уже признала геноцид армян. Руководство, проигравшее в войне Османской империи, под давлением международного сообщества, в течение последующих после окончания Первой мировой войны месяцев, решили привлечь к судебной ответственности авторов всех преступлений, совершенных в годы войны. В течение 1919-1920 годов в судах Османской империи было проведено порядка 63 различных судебных процессов по обвинениям в массовых выселениях и резне армян, в течение которых было раскрыто множество подробностей произошедшего. И принципиально важно, что все решения основывались на фактах. Были выслушаны показания и свидетельства очевидцев этих событий, получены официальные документы, подтверждающие, что все произошедшее было не результатом злоупотребления местных чиновников, а было прямо организовано правительством Османской империи.
и что именно младотурки принимали решение об уничтожении армян. При этом большинство допрошенных свидетелей были именно турки, либо мусульмане других национальностей. В этом числе высокопоставленные чиновники, среди которых, в частности, бывший губернатор провинции Ван по имени Назим, бывший губернатор провинции Эрзрум по имени Тахсин, военно-морской министр по имени Авнин, правовой надзиратель по имени Кенан, глава штаба армии Трапезона и Лазистана, полковник по имени Мухтар, лейтенант Ахмед и многие другие. Были определены ответственные лица на общем и местном уровне. Некоторые были приговорены к смертной казни, а резня армян была осуждена. Главными считаются судопроизводства в отношении членов Центрального комитета партии «Единение и прогресс», членов правительства и ответственных секретарей руководящей партии, а также руководителей специальной организации, главной целью которой и было уничтожение армян. Стенограммы и тексты вышеуказанных судебных решений регулярно публиковались в турецкой прессе того времени и сегодня представляют собой одни из важнейших источников для исследований. Вместе с тем, несмотря на безусловную важность этих судебных решений с точки зрения признания и исследования геноцида, важно также отметить, что причиной указанных судебных заседаний вовсе не было восстановление справедливости в отношении армян. Одной из главных причин осуществления этих судопроизводств было то, что после окончания Первой мировой войны в странах Антанты уже шли разговоры о создании соответствующих военных трибуналов. Правительство Османской империи ясно понимало, что если указанные трибуналы касательно их преступлений в отношении мирного населения будут проходить не в османских, а в международных судах, то несомненно встанет вопрос ответственности Османской империи, а именно потеря территорий, материальные репарации и так далее. В то время во Франции уже проходили подготовительные работы в рамках Парижской мирной конференции. К примеру, в Северском мирном договоре имелись соответствующие пункты о привлечении к ответственности преступников и возмещении государствами нанесенного ими ущерба. Таким образом, турки решили свести к минимуму указанные требования и свою ответственность, спасти остатки Османской империи и максимально смягчить свое наказание, как в отношении ответственных лиц, так и в отношении государства в целом. И в связи с этим они приняли решение и провели эти судопроизводства самостоятельно и на своей территории. То есть османское правительство прекрасно осознавало все возможные тяжкие последствия для себя, которые имели бы место в том случае, если вопрос геноцида армян расследовался бы в международном трибунале. Именно этим и обусловлена та срочность, которая появилась в конце 1915 года. А именно сразу же после заключения Мудрского перемирия очень быстро начались соответствующие обсуждения в османской прессе, а затем в парламенте Османской империи. После чего уже в начале 1919 года непосредственно началось судопроизводство. По сути, этими судопроизводствами была предотвращена организация других схожих судопроизводств в будущем. Вместе с тем, если мы проанализируем результаты этих судопроизводств с точки зрения наказаний, то сможем констатировать, что турецкое государство по сути не осуществило наказаний. Непосредственно судебные приговоры не были приняты и реализованы. Подавляющее большинство обвиняемых были либо освобождены от ответственности, либо в последующем их обменяли на британских военнопленных. Таким образом, турецкое правительство реально не осуществило наказание виновников и организаторов этой резни. Всего лишь пару человек были повешены, что является чрезвычайно ничтожной ответственностью за преступление такого масштаба. Главные виновники фактически не были привлечены к ответственности судом. А реальное же наказание главных организаторов геноцида армян позднее осуществили сами армянские мстители в рамках операции «Немезис». Кроме того, важно понимать, что геноцид – это прежде всего политическое преступление, и неверна попытка трансформировать это преступление в простое уголовное преступление, поскольку это преступление не представляло собой обыкновенное убийство одного человека. И наказание какого-то одного конкретного убийцы не может являться справедливым решением этого вопроса. И в этом смысле указанные преступления в османском суде не получили своего правового завершения.
Так, вышеуказанные решения судов являются одним из самых значительных доказательств вины Османской империи в вопросе геноцида армян, поскольку согласно этих решений все виновники были высокопоставленными должностными лицами Османской империи. Это прямо означает, что геноцид армян был преступлением, прямо организованным Османской империей на официальном государственном уровне. Кстати, турецкая сторона довольно часто ставит под сомнение вышеуказанные решения судов, заявляя при этом, что присутствие победивших сил в Первой мировой войне в столице Османской империи, где проходили судебные заседания, следует рассматривать как психологическое давление на судебный процесс. Но раз так, в этом случае эти преувеличивающие все турецкие историки должны также признать недействительными судебные процессы Нюрнбергского процесса, поскольку Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны проходил в условиях не меньшей, а в большей части в значительно большей оккупации, чем судебные процессы турецкого трибунала в Османской империи после Первой мировой войны. Там тоже судили виновных в преступлениях против человечности. В Нюрнберге победившая сторона судила проигравшую сторону. Как в Нюрнберге, так и в Токио, например, судьи и прокуроры были представителями победивших сил США, СССР, Великобритании и других. Однако, в отличие от этих судопроизводств, судебные процессы в Константинополе проводились по турецким законам, турецким судом, турецкими судьями и прокурорами. То есть были несравнимо свободны, более свободны от внешнего влияния. К примеру, когда первый обвиняемый был осужден и приговорен к смерти, это вызвало огромную волну негодования. Младотурки, которые все еще представляли собой большую силу в Османской империи, организовали многочисленные протесты в Константинополе. В связи с этим в конце мая 1919 года Англия отправляет всех остальных обвиняемых на остров Мальта, будучи обеспокоены, что по причине вышеуказанных протестов остальных обвиняемых могут отпустить. При этом сама Англия не организовывает трибунала, хотя могла бы это сделать. Тем более, учитывая то, что высланные на Мальту являлись самыми главными обвиняемыми. Это были члены османского правительства. Однако исторические факты показывают, что англичане были абсолютно не заинтересованы в этом вопросе. Тем более после греческо-турецкой войны, когда множество высокопоставленных английских офицеров попали в плен к Мустафе Кемалю. Архивные факты свидетельствуют о том, что эти высланные Англией члены османского правительства младотурок являлись всего лишь несколько десятков членов османского правительства младотурок, являлись всего лишь такими себе козырем с точки зрения обмена военнопленных. Что и произошло в конце, все они были выпущены на свободу, вернулись в Константинополь. Более того, в дальнейшем именно они стали основными и наиболее важными кадрами новой Турецкой Республики. Таким образом, обращаю ваше внимание на следующее. Ожидать, что должен быть какой-то один официальный государственный документ с гербовой печатью и подписью, доказывающий то, что имело место подобное решение, не стоит. Это ловушка, друзья. Не существует ни единого подобного официального документа в отношении какого-либо геноцида 20 века. И в этом смысле акцент необходимо ставить именно на судопроизводство Османской империи 1919-1920 годов и связанные с ними документы и материалы. В свою очередь, среди этих материалов имеют особое значение судопроизводства касательно членов партии «Единение и прогресс». Ну и правительства, естественно. В рамках этих судопроизводств был составлен общий обвинительный акт, в котором был использован 41 документ. И именно в этот обвинительный акт было включено множество телеграмм, достоверность которых стала предметом особого исследования полномочных представителей Министерства внутренних дел Османской империи. В итоге, в 1919-1920 годах, несмотря даже на то, что некоторые документы были уже уничтожены, в самой Турции в процессе судопроизводств, проходивших в турецких судах, были использованы документы, подтверждающие все произошедшее. И очень четко было установлено, что власть младотурок имела решение об основательном уничтожении армян Османской империи. Теперь перейдем ко второму методу оценки геноцида, который состоит в общем анализе событий.
В тех случаях, когда выявить преднамеренность из каких-либо документов невозможно, это можно сделать из общей исторической цепочки произошедшего. Количество жертв, численность, отношения и в целом политика направлены на преследование армянской этнической, национальной и религиозной группы. То есть, в связи с тем, что доказать преднамеренность и умысел с помощью официальных документов довольно сложно во всех случаях геноцида, в том числе и в Руанде, то в частности предлагается рассмотреть, проводится ли политика угнетения и уничтожения определенной группы или нет. Главное в нашем случае то, что и решения, и действия уже свидетельствуют о том, что именно так все и было. Из множества документов, подтверждающих все вышеуказанное, одним из самых важных является так называемая черная записная книжка или просто записная книжка Мехмеда Талаата Паши, в котором он фиксировал передвижение населения по всей Османской империи. Это не его почерк, для него книжку подготовили с картами и числами. Эта записная книжка осталась у супруги Талаата Паши, которая незадолго до своей смерти передала ее одному журналисту по имени Мурат Бардакчи, который ее и опубликовал в турецкой прессе. Согласно данным этой записной книжки Талаата, в конце 1916 года в Османской империи проживало уже менее 1 миллиона армян. А это означает, что к концу 1916 года уже было убито около 1 миллиона армян. Талаат сам раз в несколько месяцев отправлял губернаторам циркуляры, телеграммы с конкретными вопросами. Сколько армян в районе, сколько уже депортировали, сколько переселили из других районов, сколько осталось и так далее. Когда указанная записная книжка была опубликована, в Турции сначала попробовали оспорить ее подлинность. Однако все дело в том, что эти циркуляры и ответы на них сохранились в турецких архивах. То есть информация основана на неопровержимых фактах. Кроме того, существует множество различных документов, свидетельствующих о том, что шаги Младотурок по уничтожению христиан имели политическую суть и соответствовали проводимой в Османской империи вполне конкретной политике. То есть геноцид армян был преднамеренным. Не только армянские, но и британские, российские, австрийские, немецкие, американские архивы, а также архивы Ватикана содержат множество материалов, которые доказывают, что погромы армян, организованные правительством Младотурок, не были случайными или неожиданными. Более того, книга турецкого профессора Танера Акчама под названием «Преступления Младотурок против человечности. Геноцид армян и национальные чистки в Османской империи» содержит свидетельства более 600 османских секретных документов, которые беспрецедентным способом подробно доказывают, что геноцид армян представлял собой официальную попытку Младотурок по избавлению от христианского населения империи. Для понимания процесса необходимо также говорить о свидетелях и очевидцах. В частности, военнослужащие и дипломаты Германии, которая была союзницей самой Турции в Первой мировой войне, в своих докладах свидетельствовали, что власти Османской империи решили уничтожить армян. И только этого уже достаточно, чтобы доказать спланированность и преднамеренность произошедшего. Безусловно, свидетельства очевидцев, доклады международных дипломатов, журналистов и христианских проповедников представляют собой дополнительные факты в подтверждение того, что геноцид армян был преднамеренным и предумышленным. Таким образом, вопрос спланированности, преднамеренности и предумышленности доказан множеством фактов и свидетельств. И в связи с этим утверждение обратного не выдерживает никакой серьезной критики. Следующую главу я хочу начать с отрывка одной статьи турецкого журналиста по имени Джингиз Чандар, опубликованной в турецкой газете «Радикал» статьи под названием «Одно 24 апреля в сирийской пустыне». Цитирую. То, что летом 1915 года женщин, детей и пожилых людей заставили пройти пешком сотни километров и дойти сюда, не может объясняться никакими военными мероприятиями. Это имеет лишь одно толкование – уничтожить ссыльных людей. Даже сегодня, если сделают попытку заставить тысячи людей пройти пешком караванами, более того, не в июне-июле, а в апреле месяце, и дойти сюда, то это будет означать, что они желают их уничтожить.
Вы не можете этого понять до тех пор, пока не побывали в Дейр-эз-Зоре. И прекрасно поймете после того, как увидите район Дейр-эз-Зор. Конец цитаты. Итак, турецкая сторона довольно часто вместо слова геноцид использует тезис переселения, утверждая, что осуществлялось именно переселение или выселение армян. И для обоснования этого выселения турецкая сторона утверждает, что по линии Кавказского фронта войны армяне организовывали восстания, помогая тем самым русской армии. Однако, исследуя географию депортаций, становится очевидным пустота и безосновательность этих утверждений. Так по порядку. 24 мая 1915 года три государства Антанты, Россия, Англия и Франция, выступили с совместной декларацией, в которой решительно осуждают массовые погромы армян, впервые в истории используя выражение «преступления против человечности и цивилизации». И отмечают, что члены османского правительства будут лично отвечать за все эти преступления. В этот же день текст декларации на французском языке распространяется агентством под названием «Аваз» и телеграммой доходит в Константинополь. У Талаата, по всей вероятности, возникает обеспокоенность касательно того, что вся вина за эти преступления впоследствии взвалится только на его плечи, поскольку на тот момент еще не существовало никакого официального документа касательно происходящего с армянами. Он приходит к мысли, что должно быть некое решение правительства, чтобы ответственность в случае чего распространялась на всех. Так всего-навсего 2 дня спустя после вышеуказанной декларации держав Антанты, уже 26 мая 1915 года, на основании им же Талаатом подготовленного текста, главное командование армии обращается к министру внутренних дел, предлагая выселение или депортацию армян. Как бы в ответ на это письмо Талаат от имени Министерства внутренних дел секретной запиской обращается к правительству, требуя выселить армянское население из районов империи, где проходят военные действия. После этого, без созыва заседания правительства, обсуждения записки Талаата и принятия соответствующего решения правительством, уже на следующий день, 27 мая, поспешно принимается закон под названием «О принятии временных мер в военное время и с военной точки зрения в отношении выступающих против решений правительства», который более известен общественности как закон о депортации. Несмотря на то, что закон уже был принят, однако, тем не менее, 30 мая проводится заседание правительства, на котором обсуждается записка Талаата и принимается решение начать депортацию. Текст указанного решения правительства опубликован Государственным архивом Турции. 1 июня закон о депортации публикуется в официальной газете, в связи с чем официально вступает в силу. Тут важно заметить, что депортации как таковые уже начались еще до появления указанного закона. Закон был принят впоследствии, в процессе выселения, а вступил в силу задолго после начала депортации. То есть без каких-либо правовых оснований людей выводили из сел и отправляли на марш смерти. Так, в вышеуказанном своем обращении главное командование армии предлагает начать выселение армян из района Зейтуна, при том, что их депортация на основании приказов Талаата уже началась еще в конце марта и продолжалась в течение всего апреля. И на тот момент в Зейтуне уже располагались турецкие регулярные войска. Известный армянский писатель и очевидец геноцида армян, чудом выживший, Ервант Отян, в своих воспоминаниях пишет: «Известно, что зейтунцев выселили в первую очередь, если я не ошибаюсь, в начале мая 1915 года. Сначала их привели в Султание и Эрегли, а затем снова вывели в путь и изгнали пешком до самого Дейр-эз-Зора. И в таком голодном, несчастном, больном состоянии 30 тысяч зейтунцев были уничтожены. А те, которые смогли в самом жалком состоянии дойти до Дейр-эз-Зора, были убиты руками черкесов и чеченцев. Когда я пошел в Дейр-эз-Зор, из 1000 зейтунцев в живых остались лишь 2 человека». Теперь о так называемых восстаниях армян. В действительности восстаний армян не было. К сожалению, но не было. Редкие случаи вооруженных столкновений представляли собой самооборону, о которой я скажу позже подробно. То есть не армяне были инициаторами этих столкновений, это была ответная реакция на шаги османского правительства.
Таким образом, во-первых, количество актов самообороны в целом было очень маленьким. Всего 10 маленьких эпизодов сопротивления на всей этой огромной территории империи не могли стать причиной столь массовых действий со стороны османского правительства. Во-вторых, армяне выселялись не только с территории линии фронта, но также из самых глубоких районов империи, то есть центральной Турции, где военных действий вообще не было. И не было смысла говорить о так называемой безопасности Кавказского фронта. Ну, например, Анкара, Конья, Апион, Эскишехир, Измит, Адана – это те города, которые включены в доклад Талата Паши как территории, из которых армяне были выселены. И это при том, что они далеки на сотни километров как от линии Кавказского фронта, так и от русских армий. Кроме того, на этих территориях нет даже никаких упоминаний о самообороне и сопротивлении армян. Далее. В начале Первой мировой войны определенная часть мужчин уже были призваны и отправлены служить в османской армии. Однако, начиная с февраля 1915 года, подавляющее большинство армянских солдат разоружается и перемещается в рабочие воинские батальоны. После использования в строительных работах в течение определенного времени их убивают. Кроме того, прежде чем какой-либо населенный пункт подвергнуть депортации или выселению, с целью избежания сопротивления, организаторы погромов старались различными методами обезвредить местных армянских мужчин. Например, в 1915 году в городе Урфа младотурецкие власти отправляют 1500 молодых людей Урфы на так называемые работы в тылу армии. И как только их вывели из города, сразу же убили. В этом смысле также принципиально важно понимать, почему геноцид армян называется геноцидом, поскольку он основан на идее сегрегации, то есть выселению подвергались этнические армяне. Имела место сегрегация, были выбраны лишь те группы, которые подлежали уничтожению. Османская полиция или другие соответствующие органы проверяли человека. Если он был этническим армянином, его выселяли. Сегрегация – это очень важный факт. Вследствие возникших элементов сегрегации в Руанде и бывшей Югославии, кстати, суды рассматривали это как основание утверждать, что имело место особое намерение уничтожить определенную группу. Ну, в частности, в Сребренице были четко отделены мусульманские мужчины возрастом от 14 лет и выше и были уничтожены. А если бы не было такой сегрегации, и если бы там уничтожали всех без разбора, то доказать наличие геноцида было бы очень сложно. Поэтому, учитывая то, что имела место сегрегация, то есть действия были направлены против конкретной группы, то это прямо свидетельствует о наличии умысла. Таким образом, в армянских населенных пунктах остались в основном только женщины, пожилые люди и дети. Что же могли поделать женщины, пожилые люди и дети, безоружное население, против регулярной османской армии? Тут турецкая сторона выдает другое пустое и глупое оправдание, что необходимо было мирное население держать подальше от линии фронта, чтобы они не пострадали. Если даже на минутку представим, что действительно существовала военная необходимость переселить армян из фронтовой зоны в более безопасные места, то речь должна была идти о выселении армян из таких провинций, как Ван, Битлис и Эрзрум. Однако эти депортации происходили на всей территории Османской империи. Армян также выселяли из таких районов, как Сивас, Диарбакир, Киликия, где отсутствовали военные действия в принципе. Более того, население чаще всего не отдаляли от линии фронта, а наоборот приближали к линиям фронтов. Известно же, что Сирия была основным пунктом назначения депортаций, а Сирия была намного ближе к военным фронтам, чем, к примеру, та же Кесария или тот же Эскишехир. Кроме того, если бы выселение было обоснованным, то есть обусловленным военной необходимостью, то выселялись бы не только этнические армяне, но и полностью все население этих территорий. Это логично. Далее. Пункт назначения указанных выселений и депортаций предельно ясно показывает, куда отправляли людей. Это была абсолютная пустыня, не имеющая никаких условий, пригодных для жизни. Дейр-эз-Зор представлял собой огромную пустынную область, в которой проживало несколько тысяч арабских кочевых бедуинов. То есть почти полностью был безлюден и необитаем.
То есть армян намеренно перемещали в такие места, где они были обречены на смерть. Без еды, без воды, под палящим солнцем, в антигигиеничных условиях. Естественно, что в таких бесчеловечных условиях должны были возникнуть болезни и эпидемии, которые приведут к уничтожению тысяч людей. В тех случаях, когда планируется определенную область заселить населением в 1 миллион человек, сделать ее обитаемой и благоустроенной, то это требует огромных усилий по созданию соответствующей инфраструктуры, что в данном случае, конечно же, сделано не было. А не сделав этого, а просто изгнав людей в эти пустыни, становится понятным цель, а именно уничтожение этих людей. Условий для жизни не было и на длинных и тянущихся остановках депортаций. На перекрестках, ведущих в сирийские пустыни, создавались концентрационные лагеря, охраняемые многочисленными турецкими войсками, в которых было создано такое положение, что депортированные умирали от голода и эпидемий. То есть действительной целью было не переселение армян, а предумышленное стремление уничтожить членов этой этнической группы. Создание вышеупомянутых условий было именно умышленным, и не случайно, что в Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него закреплен специальный пункт о том, что предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на ее полное или частичное физическое уничтожение, также является действиями, означающими геноцид. То есть, если какая-либо группа, этническая группа, переселяется в нормальные условия, и которая доходит из пункта А в пункт Б, условно, в нормальном состоянии, и после этого имеет возможность вернуться в пункт А, ну или, по крайней мере, сохраняется в пункте Б, то в этом случае сложно было бы говорить о геноциде. Например, в период Второй мировой войны политику США в отношении граждан Японии, если оставить в стороне некоторые моральные и политические детали самой войны против Японии, нельзя квалифицировать эти действия как геноцид, поскольку, несмотря на то, что имелись концентрационные лагеря для японцев и довольно сложные бытовые условия, однако места проживания соответствовали минимальным международным стандартам, дети имели даже условия для образования, беженцы регулярно проходили вакцинацию, ну и так далее. При этом важно также отметить, что депортированные армяне, как правило, не доходили до пункта назначения. То есть армян выселяли из мест их проживания, но не с целью куда-то их переселить, а уничтожить их в процессе так называемого переселения. Исследуя соответствующие документы, становится понятным следующее. Специальная организация под названием Тешкилят и Махсуса организовала перемещение караванов таким образом, чтобы, к примеру, каждый выведенный из Эрзрума караван проходил по пути, отличному от пути предыдущего каравана, чтобы следующий караван не стал очевидцем уничтожения предыдущего. Однако, как свидетельствуют источники, в конце июня-начале июля 1915 года уже была создана ситуация, при которой более не осталось такого пути, который не был бы заполнен трупами армян. Все вышло из-под контроля и делалось неорганизованно. Людей уже вели в том числе и по тем адским путям, по которым уже прошли предыдущие караваны. 80% из всех депортированных в караванах были женщины, дети и пожилые люди, которые не представляли собой никакой опасности. Имеется множество фактов о том, что предпринимались все шаги с той целью, чтобы изгнанный народ был беззащитен, чтобы помимо присматривающих за караванами турецких военнослужащих, также и другие разбойничьи шайки тоже могли нападать на караван в пути, грабить, насиловать и убивать. Тем не менее, численность депортированных армян была столь огромной, что несмотря на все эти организованные в пути ужасы, определенной довольно большой массе людей удалось пешком дойти до пункта назначения, то есть в сирийскую пустыню. И несмотря на то, что армяне подверглись ужасающим погромам на пути изгнания, тем не менее, согласно армянскому писателю, автору книги «Великое преступление» Араму Антоняну, который выжил в геноциде армян, наиболее страшная резня и погромы армян произошли в 1916 году, в тех далеких пустынях. Он рассказывает, что в 1916 году, когда уже все армянство было убито либо изгнано в сирийскую пустыню, и когда к ним присоединились и киликийские армяне, здесь по приказу османского правительства было организовано 3 крупнейших погрома.
Первый из них произошло в населенном пункте Рас-Аль-Айн, где было вырезано 70 тысяч армян. Второй в населенном пункте Интилли, где было убито 50 тысяч армян. И, наконец, пустыня Дейр-эз-Зор, которая стала самой страшной и наиболее массовой, где было уничтожено 200 тысяч армян. При этом важно отметить, что указанные цифры относятся исключительно к убийствам армян путем погромов. К ним нужно еще добавить жертвы, погибшие в этих же самых пунктах в результате массовых эпидемий, голода, жажды и отдельных случаев убийств. Итак, как я уже сказал, уничтожение армян в сирийской пустыне началось с лагеря Рас-Аль-Айн. Для реализации этого плана, по приказу вышеуказанной специальной организации, из молодежи чеченского села Сафа, которое находилось неподалеку от лагеря Рас-Аль-Айн, был создан специальный отряд, которым руководил Арслан Бей. Кстати, из этого же села был также и Ахмед Селим, который был одним из организаторов непосредственного уничтожения армян в лагерях Рас-Аль-Айн и Дейр-эз-Зор, а также лицом, отдавшим приказ сжечь армянских детей в колодцах. Так указанная чеченская разбойничья шайка этого села Сафа вооружалась из армейских складов Алеппо. Приказ к исполнению погромов в Рас-Аль-Айне был дан руководителям этих разбойничьих банд непосредственно из Алеппо. Массовая резня армян в Рас-Аль-Айне началась 17 марта 1916 года и продолжалась до июня, пока все армяне лагеря не были уничтожены. После этого соорганизатор этих погромов в Рас-Аль-Айне, лицо по имени Зекки Бей, был назначен наместником Дейр-эз-Зора, получив приказ осуществить там резню, аналогичную резне в Рас-Аль-Айне. Указанная резня имела место в 1916 году под непосредственным руководством вышеуказанного Зекки Бея. Таким образом, массовое уничтожение армян в Рас-Аль-Айне и Дейр-эз-Зоре фактически означало реализацию основной части программы геноцида армян. Это означает, что по сути депортации или выселение армян представляли собой одну из главнейших фаз геноцида армян. В рамках судебных производств 1919-1920 годов в Османской империи, в процессе которых было возбуждено около 63 судебных дел по обвинению в погромах армян, о которых я говорил, имело место также судебное разбирательство касательно погромов армян в Санджаке Дейр-эз-Зор. Вышеуказанный Зекки Бей, бывший мутасарифом, то есть управляющим Дейр-эз-Зора, был заочно приговорен к смерти, что было зафиксировано в османской газете «Алемдар». В этом документе еще раз засвидетельствовано, что изгнанные в Дейр-эз-Зор армяне погибли здесь не только по причине тяжелых жизненных условий, что было неизбежно, но и были уничтожены по приказу османского правительства посредством кавалерийских и пеших разбойничьих банд, созданных вышеупомянутым Зекки Беем. Таким образом, так называемый закон о депортациях был принят, когда депортации уже шли полным ходом. Целью депортации не было отдалить так называемых восставших армян от линии Кавказского фронта, поскольку восстаний как таковых не было, к сожалению. Кроме того, выселения происходили в том числе с территорий, находящихся существенно дальше от линии фронта, а некоторые и вовсе находились аж на другом краю Османской империи. Не выдерживает также никакой критики утверждение турецкой стороны о том, что мирное население было выселено из областей войны для их же благополучия, поскольку в этом случае было бы логичным выселение и всех других жителей этих территорий, а не только женщин, детей и пожилых людей, исповедующих исключительно христианство. Кроме того, на протяжении всего пути депортации сопровождались постоянными ограблениями, насилием и резней. Проходившие сотни километров пешком изгнанники не были обеспечены продуктами питания и водой, а летняя жара ускорила распространение различных эпидемий. При этом дохождение этих караванов смерти в пункты назначения, то есть сирийскую пустыню, для подавляющего большинства из них означало окончание не мучений, а их жизней, поскольку в Дейр-эз-Зоре и окружающих местностях были организованы массовые погромы и резня депортированных армян.
Вопрос численности армянского населения в Османской империи, и в частности на территориях Западной Армении, всегда был предметом споров. Касательно численности армян, как правило, пользуются двумя источниками. Первый – это турецкие статистические данные, а второй – армянский патриархат Константинополя. Еще до геноцида армян турецкая статистика в политических целях всеми возможными способами стремилась преуменьшить численность армян, чтобы еще более нейтрализовать угрозу, исходящую из так называемого армянского вопроса. Что я имею в виду под армянским вопросом? Это комплекс проблем, связанных с угнетенным положением армянского населения Османской империи во второй половине 19-го, начале 20 века. Власти империи преуменьшали численность армян, поскольку в то время уже имело место гуманитарное вмешательство со стороны крупных держав, которые постоянно говорили о защите прав армян и под этим предлогом вмешивались во внутренние дела империи. В связи с этим османские власти всеми способами стремились преуменьшить численность армян, чтобы показать, что армяне не так уж и многочисленны, чтобы шла речь о защите их прав или интересов. Следует отметить, что до 1878 года турецкое правительство официально признавало, что в Османской империи проживало около 2 миллионов 400 тысяч армян. Однако после появления армянского вопроса на международной арене, по данным последующей османской переписи населения, численность армян была преуменьшена почти вдвое. И с этого момента формально более никогда не превышала численность в 1 миллион 300 тысяч человек. С другой стороны, как это не парадоксально звучит, но армяне, подданные империи, в особенности крестьянство, тоже было заинтересовано в том, чтобы показывать меньшую численность армян с целью уклонения сначала от подушного налога, а затем от взыскиваемого налога взамен воинской службы. Причем реальная численность армян скрывалась как от османского правительства, так и порой даже от армянского патриархата Константинополя. В свою очередь, армянский патриархат Константинополя не желал, а иногда и не мог, противодействовать этому по двум причинам. Первое. Долгое время, особенно до 1878 года, именно армянский патриархат был ответственным за сбор налогов с армянской общины империи и передачу их высокой порте. А учитывая факт политики тяжелого налогообложения, естественно, что если бы они предоставляли достоверные данные, то пришлось бы платить больше налогов. И второе, кроме того, армянский патриархат преуменьшал численность армян с целью смягчения религиозных преследований армян. Следует также сказать о постоянных миграциях и скитаниях, имеющих место в Западной Армении. Пребывая под тяжелым грузом налогов, многие переезжали в Константинополь или уезжали из страны, пробуя в других странах или же в других частях самой Османской империи своим трудом быть полезным своим семьям. Кроме того, нужно иметь в виду, что патриархат был ответственным лишь за представителей апостольско-григорианской армянской общины, то есть армяне-протестанты или армяне-католики, которые были довольно многочисленны, были вне вышеуказанных подсчетов. Не было секретом, что множество армян, будучи подверженными влиянию западных проповедников, просветителей и благотворительных миссий, иногда даже целыми селами меняли свое вероисповедание или направление вероисповедания, надеясь тем самым вести более обеспеченную жизнь и получать покровительство вышеуказанных миссий. Как бы там ни было, но даже если исходить из преуменьшенных данных армянского патриархата Константинополя, накануне геноцида армян на территории Османской империи проживало более 2 миллионов армян. И невозможно, чтобы эти 2 миллиона человек вдруг сами по себе исчезли. Тем не менее, именно турецкие архивы помогают нам более точно представить численность армян, учитывая постоянно продолжавшуюся миграцию. После свержения младотурецкой партии в декабре 1918 года по инициативе тогдашнего министра внутренних дел Мустафы Арифа была создана комиссия, которая должна была провести расследование вопроса численности убитых армян. Эта комиссия проработала 3 месяца, и результаты ее исследований были представлены общественности уже в период нового министра внутренних дел по имени Джемаль Бей 14 марта 1919 года. Так, 17 марта 1919 года этот министр внутренних дел Джемаль Бей в своем интервью газете «Алемдар» констатирует, что около 800 тысяч армян
были депортированы и вырезаны. Министр внутренних дел Османской империи 1915-1916 годов Талат Паша контролировал уничтожение армян в империи. С различных провинций империи он получал доклады о ходе событий, а в конце 1916 года он заказывает обобщенный доклад о совершенной резне. 24 августа 1916 года он отправляет зашифрованную телеграмму в 34 направлениях в провинции и районы, тем самым требуя предоставить ему подробную информацию о наличии армян в различных частях империи. Его запрос понятен. Он желал быть проинформированным о том, сколько армян осталось в каждой провинции, сколько из них коренных жителей, а сколько из других местностей. Спустя 6 месяцев, 11 февраля 1917 года, он отправляет еще одну зашифрованную телеграмму, на этот раз в 23 провинции, повторно запрашивая аналогичную информацию. Таким образом, согласно указанным им самим цифрам, на дату конца 1916 года, начала 1917 года, численность выселенных или депортированных армян составляла более 900 тысяч человек. При этом сам он указывал, что цифры преуменьшены или округлены. Общая численность депортированных армян, указанных в этом документе, равнялась 924 158 человек, которая соответствовала общей численности апостольских григорианских армян, проживающих в этих определенных провинциях, согласно статистике империи 1914 года. Однако указанная цифра не включает в себя, в частности, армян, проживающих в Ване, Кутахии и европейских территориях Османской империи. Кроме того, указанная цифра не включает в себя депортацию армян-протестантов и армян-католиков. Указание точной численности апостольско-григорианских армян свидетельствует о том, что все армяне без исключения подлежали депортации. А отсутствие указания армян, в частности Вана и Кутахии, обусловлено тем, что в Ване армяне сражались, а в Кутахии местное мусульманское население противилось планам центрального правительства. Здесь хочу сказать о принципиально важном моменте, который необходимо иметь в виду, друзья. На Парижской мирной конференции армянская делегация представила лишь данные, имеющиеся у нее на 1919 год. Однако очень важно понимать, что геноцид армян на тот момент все еще продолжался. И когда говорят о 1,5 миллиона убитых армян, то подразумеваются события, начиная с 1915 года и заканчивая событиями 1923 года. К 1919 году геноцид армян действительно слегка приутих и замедлился, однако не прекратился. И затем продолжился с той же энергией и воодушевлением, благодаря усилиям и стараниям Кемаля Ататюрка и другим националистическим силам. Кроме того, нельзя также забывать о постоянных погромах и резне армян, в том числе еще и до 1915 года. Это и массовые убийства армян при султане Абдул-Гамиде, которые унесли жизни около 300 тысяч армян. Я обращаю внимание, что это помимо периода 1915-1923 годов. Это также погромы и резня киликийских армян 1909 года в городе Адана, ставшие причиной уничтожения около 30 тысяч армян и так далее. При этом в цифру 1,5 миллиона также включаются погромы армян 1918 года в Баку, находящийся тогда под непосредственным влиянием турок, погромы армян 1920 года, когда по договоренности с большевиками и лично с Владимиром Лениным турецкие войска снова зашли на территорию уже Восточной Армении, и здесь тоже вырезали огромное количество армян. Это и погромы армян 1922 года в городе Измир. Кроме того, в период правления кемалистов огромная часть армян была также вырезана в Киликии. Вместе с тем, необходимо всем понимать, что вопрос на самом деле состоит не в численности жертв. Да, численность жертв должна была быть каким-то образом определена и выведена, и она была определена. Но при этом Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него не говорит нам, что если, к примеру, численность жертв составляет меньше 100 тысяч человек или меньше 500 тысяч человек, при наличии преднамеренности массовых убийств, то это не считается геноцидом.
То есть, если мы говорим о преступлении геноцида, то численность жертв не играет столь большой роли с точки зрения квалификации совершившегося как геноцида. Не существует никаких международных документов, гласящих о том, что для квалификации или неквалификации определенных событий как геноцид необходимо, чтобы было уничтожено такое-то определенное количество представителей определенной национальности. К примеру, сегодня некоторыми оспаривается цифра в 6 миллионов жертв среди еврейского народа, подвергшегося геноциду. Проводятся соответствующие исследования, которые говорят о том, что цифры преувеличены. То есть манипуляции, связанные с численностью жертв, будут всегда. Однако вопрос ставится иначе. В том случае, если имелось предварительное намерение и умысел полностью или частично уничтожить определенную нацию как этническую группу, значит это геноцид. В нашем случае вполне очевидно, что преднамеренность и предумышленность в полном или частичном уничтожении армян Османской империи имела место быть. И что турецкое правительство организовало и совершило все эти преступные деяния. Вопрос заключается в том, чем отличается геноцид, чем отличается от других массовых убийств. Мишенью массовых убийств является человек, а мишенью преступления геноцида является не человек, а человеческая группа. То есть теоретически можно совершить геноцид и без прерывания физического существования кого-либо. Например, если в рамках какой-либо группы в течение 20-30 лет детей этой группы насильственным образом отделить от членов этой определенной группы и передать в другую этнически расовую группу, то с этой первой группой, по сути, с точки зрения физического существования членов этой группы, ничего не случится. Однако через 30-40 лет эта группа прекратит свое существование, поскольку теперь уже не будет иметь носителей этой культуры и цивилизации. То есть можно совершить геноцид, не убив при этом ни единого человека. Численность, безусловно, может иметь психологическое и другое влияние. Однако в годы Первой мировой войны погибли десятки миллионов человек. Но мы ведь не говорим о геноциде всех этих погибших. Возможно даже, что этнических турок погибло больше вследствие войны, катастроф и других явлений. Но факт остается фактом, что в течение 1915-1923 годов этническая или этнонациональная группа западных армян прекратила свое существование. Да, у нас сегодня есть армяне, которые проживают в различных уголках нашей планеты, но западного армянина как такового не существует. Что значит западный армянин? Это значит лицо, которое проживает на этой территории, разговаривает на соответствующем диалекте, сохраняет обычаи и традиции этой группы, которые были сформированы и сохранялись на протяжении десятков и сотен лет. То есть указанной группы больше не существует. Пропали некоторые диалекты, а численность говорящих на них незначительна. Да, в определенной части этих людей удалось спастись физически, но группа как таковая прекратила свое существование. Ну и в конце концов, преуменьшается ли совершенное Турцией преступление геноцида и непосредственно ответственность Турции, если бы было убито не 1,5 миллиона армян, а, к примеру, 500 тысяч человек. Как ни крути, но геноцид есть геноцид, друзья. Начиная еще с раннего османского периода, османские бюрократы наилучшим образом умели управлять человеческими потоками и насильственными выселениями или переселениями. Примеры насильственного переселения со стороны турок можно привести как с раннего периода Османской империи, так и с новейшего периода Турецкой республики. Один из лучших примеров это, пожалуй, Кипр. В соответствии с приказом от 24 сентября 1572 года, каждая 10-я семья с областей Анатолии, Сивас, Караман и Зюлькадрия должна была быть переселена на Кипр с целью заселения и обеспечения безопасности нового захваченного острова. Вынужденных переселенцев избрали среди сельчан и ремесленников, которых освобождали от налогов в течение 2 лет на новом месте жительства. Интересно то, что все это повторилось и в 1974 году, после оккупации Турцией северной части Кипра, когда из различных, как правило, малоразвитых областей Турецкой республики десятки тысяч семей были переселены на территорию оккупированной северной части Кипра с целью искусственного увеличения численности турок на острове.
Однако с конца XVIII века политика Османской империи касательно депортации и насильственных переселений проводилась уже не с целью заселения новых захваченных территорий, а наоборот, с целью размещения на своих территориях беженцев-мусульман, бежавших с уже потерянных вследствие поражений территорий. Прежде всего, потеря Крыма Османской империи принесла с собой неуправляемый поток крымских татар, который продолжился впоследствии также переселением мусульман с Северного Кавказа. Однако наиболее значительными были переселения с Балкан, где местные народы, сражавшиеся за свою национальную независимость, беспощадно мстили населению турок-мусульман, как ответный шаг на жестокость последних. Новая волна этих беженцев поднялась после русско-турецкой войны 1877-1878 годов, когда в новонезависимой Болгарии численность мусульманского населения значительно сократилась. Так, каждое новое поражение на Балканах и отступление османской армии влекло за собой новые человеческие потоки. Людей, которые оставались без домов и земли. Людей, у которых были дополнительные причины ненависти к христианам. Ну и к мести, естественно. Османская империя использовала эти человеческие потоки для достижения долгосрочных стратегических целей. Первым шагом стала политика изменения национальной и религиозной демографической картины в пользу мусульман-турок в провинциях, имеющих важное стратегическое значение. Фактически эти беженцы, мусульмане-турки, стали составной частью большого проекта по отуречиванию Османской империи. Этим они как заставляли христианское население, которое не считалось преданным, эмигрировать со своих родных мест жительства, так и размещали на этих территориях преданных единоверцев. Временный период накануне геноцида армян, временной период тоже был богат человеческими потоками. Эта политика ускорилась во время Первой Балканской войны 1912-1913 годов в результате очередного поражения Османской империи. Греция, Сербия, Черногория и Болгария заключили союз против Османской империи и в октябре 1912 года объявили ей войну. В считанные месяцы Османская империя потерпела поражение на всех фронтах и отступила до последней оборонительной линии – района Чаталджа, который находился на расстоянии всего 60 километров от Константинополя. Потеря всех территорий на Балканах, в особенности бывшей столицы Адрианополя, создали в турецком обществе атмосферу отчаяния. Балканская война была названа здесь национальной трагедией. Поражение османской армии в войне породили огромное количество беженцев, мухаджиров, которые, согласно официальной политике, направлялись на армянонаселенные территории, тем самым как изменяя национальную пропорцию проживающего в этих провинциях населения, а также эти озлобленные на христиан мухаджиры, оставшиеся без крова и земли, и натравливались на армян в качестве попытки вновь обрести свое будущее. Начну с предыстории. XIX век для Османской империи стал началом распада. Многочисленные поражения, ошибки управления и множество других причин постепенно ослабили в прошлом могущественную Османскую империю и превратили ее власть в неспособную контролировать ее гигантскую территорию. В процессе этого у подданных народов империи, в особенности у проживающих на территориях возле Европы, поднимается национальное самосознание. Экономические события внутри Османской империи и вне ее позволили национальным группам накопить значительный капитал. Накопленное богатство постепенно направлялось на развитие образования. Были основаны школы, библиотеки. Кроме того, молодежь балканских народов начала получать образование в западных европейских университетах, где они ознакомились с коренными идеями европейского просвещения, французской революции и романтического национализма. Вместе с тем, очевидно, что только лишь финансового обеспечения, образования и националистических идей было недостаточно для достижения успеха в национально-освободительной борьбе. В равной степени решающую важность имела политическая сторона. Приведу примеры. В первое десятилетие XIX века появились сербские и греческие государственные образования.
Сербы фактически получили автономию в 1815 году, которая призналась в виде автономии в 1830 году. В 1867 году Сербия фактически получила независимость. Под давлением Великобритании и Франции османские силы удалились с этих территорий, а в 1878 году, согласно Берлинского трактата, в Белграде де-юре была провозглашена независимость. Таким образом, в результате сербских восстаний, первое в 1804-1813 годах, а второе в 1815-1817 годах, сербы получили автономию в составе Османской империи. В основе успехов сербов лежали не только идеи просвещения, но также и активность сербских общин, проживающих в соседней с Османской империей Австро-Венгрии, и непосредственное прямое и косвенное вмешательство в эти дела империи Габсбургов. Еще во время Австро-Турецкой войны 1787-1791 годов австрийцы использовали сербов в борьбе против османов и даже сформировали армию из этнических сербов. Касательно Греции. В 1814 году была основана тайная организация под названием Филики Этерия, целью которой было освобождение Греции. В 1821 году греки открыто восстали против турок, а в 1831-1832 годах получили независимость. В период национально-освободительной борьбы Греции необходимо отметить существенный вклад, в частности России и Англии, в вопросе получения греками независимости. Необходимо подчеркнуть, что в целом ситуация во всей империи становилась такой, что восставали не только христианские, но и другие подданные народы. Например, в 1852 году в горах Тавра восставала туркменская племенная группа афшаров, а начиная с 1850-60-х годов периодически восставали курды. Не остались позади и румыны, которые получили автономию в 1867 году, а независимость в 1878 году. В том же 1878 году по Сан-Стефанскому мирному договору и Берлинскому трактату болгары получили автономию, а в 1908 году независимость. Тут очевидны следующие два фактора. Как активная поддержка болгарских добровольцев для победы России в русско-турецкой войне 1877-78 годов, так и проявление политической поддержки Россией в стремлениях болгар к национально-освободительной борьбе. Вместе с тем, в течение всех указанных событий армяне Османской империи пользовались статусом миллет и садыка, то есть преданного народа, поскольку подавляющее большинство армян продолжали преданно служить османскому государству. Более того, армянские наместнические или барские семьи занимали ряд важных должностей империи. Например, династия Татян традиционно занимала должности имперских оружейных начальников, которые назывались барут-чубаши. Свой подъем они начали в 1790-х годах, когда барин по имени Аракел Тат ввел технические новшества в производство пороха, тем самым основательно улучшив производство завода Азадли. Впоследствии Татьяны значительно поспособствовали производству бумаги, шелка, оружия и различным сплавам и отливам. Они первыми внедрили современные на тот момент европейские технологии в производство Османской империи. В свою очередь, династия Тюзян занимала руководящие должности монетного двора и в имперском ювелирном деле. Армянин по имени Арутюн Пезчан оказал османскому государству огромную услугу, организовав дело по выплате Российской империи одной части контрибуции в результате войны 1828-29 годов. То есть, в то время, когда греки и сербы восставали против Османской империи и достигали независимости, армяне готовили для османов более совершенный порох и оружие. Однако положение было абсолютно иным вне рамок Константинополя. В районах, где армяне пребывали под постоянным давлением и гнетом местного мусульманского населения. И порой с их стороны мелькали малочисленные акции протеста против налоговой или другой беспощадной политики властей империи. В этот период, во время русско-турецкой войны 1877-78 годов, армяне уже были вовлечены в большую политику.
османская тирания, успехи единоверцев, то есть войск Российской империи на Кавказском фронте, успехи балканских народов, а также наличие армянской интеллигенции, получившей западное образование. Все это создало плодородную почву для рождения надежды избавиться от османского угнетения. Однако бунты армян против Османской империи представляли собой больше реакции на отдельные шаги османской армии или полиции и не имели системного подхода. К сожалению, подчеркиваю. Лишь в 1878 году в Ване была организована тайная организация под названием «Черный крест», целью которой было распространение свободолюбивых идей и организация групп самообороны. Тут важно подчеркнуть, что армяне часто стремились не к достижению независимости, а лишь к получению более широких прав и свобод. Была бы это автономия в рамках Османской империи или путем присоединения к Российской империи. У большинства армян, проживающих в районах Османской империи, граничащих с Российской империей, была четкая пророссийская ориентация. А российские солдаты, будучи единоверцами с армянами, воспринимались ими как освободители. Столь запутанное состояние с относительными изменениями продолжалось в конце 19-го, начале 20 века. Османы, в свою очередь, всегда помнили о своих балканских потерях. И каждое осуществляемое действие со стороны армян воспринималось как возможное повторение развития балканского сценария. Это создание армянских политических партий, бессвязные друг с другом малочисленные бунты армян, организованная в Западной Армении вооруженная самооборона, интерес Российской империи к армянам, оказание некоторыми армянами определенной помощи российским войскам и так далее. Однако, не усвоив балканский урок, османы снова пошли по пути угнетений, убийств и этнической дискриминации. К примеру, уничтожение армян Сосунов и окружающих населенных пунктов предопределило образ мышления османов в отношении их намерения истребить армян. Турецкое правительство обнародовало целый пакет османских документов, доказывающих это намерение. В этих документах, в частности, вооруженных армян они часто называют разбойничьими бандами, что было обычным явлением в османских текстах, поскольку османские власти именно так называли всех проявляющих непокорность, а также носителей идей и мыслей независимости, противоречащих их собственной идеологии, с целью некого упрощения этих движений и подчинения их статусу. Вместе с тем, если даже отряды самообороны армян трактовать как разбойничьи банды, то неопровержимым фактом является то, что разбойничьи банды курдов, лазов, туркмен или черкесов были значительно многочисленнее армян. Но при этом вы практически не найдете никаких документов в османских архивах, осуждающих деятельность туркменских или черкесских разбойничьих банд. В особенности современным турецким историкам даже в голову не придет перевести подобные документы на новый турецкий язык. Итак, османское государство имело давно испробованный метод, который нашел также широкое применение и во время правления младотурок. Метод заключался в следующем. Вначале власти отправляли на армянские территории хорошо вооруженные нерегулярные формирования, состоящие в основном из курдов и черкесов, называвшиеся гамидие, по имени тогдашнего султана Османской империи Абдул-Гамида. Эти формирования под предлогом поисков армянских нерегулярных вооруженных групп должны были нападать, терроризировать, грабить и убивать простых армянских сельских жителей. А в случае какой-либо самообороны армян, в качестве наказания отправлялись уже регулярные турецкие войска. Кстати, существует один примечательный случай, имеющий отношение к массовой резне армян в 1894-1896 годах. 29 апреля 1899 года в городе Симферополь в Крыму армянин по имени Киркор Гуль-Гульян убивает турецкого подданного по имени Хасан Мили Оглу. Это дело слушалось в Симферопольском окружном суде с участием присяжных заседателей. Защищал Гуль-Гульяна выдающийся адвокат того времени Николай Коробчевский. На суде были представлены доказательства того, что 27 октября 1895 года этот убитый Хасан Мили Оглу
будучи главарем разбойничьей банды, во время очередных погромов армян в городе Байбурт, собственноручно зарезал отца и двух братьев Гульгульянов. После 2 минут совещания присяжные заседатели вынесли подсудимому Гульгульяну оправдательный приговор. Далее. Погромы армян продолжались и в начале 20 века, однако никаких системных восстаний со стороны армян не происходило, несмотря на то, что турки постоянно ожидали такого восстания. Мы можем с вами определенно констатировать, что геноцид армян был следствием страха османского правительства, поскольку восставали и освобождались болгары, румыны, сербы, греки, и турки постоянно ожидали, что следующим должны были стать армяне. Именно это ожидание и страх привели османов к принятию решения об уничтожении армян. Армяне на тот момент уже считались ненадежными в глазах османских властей. Османы были почти уверены, что народ на Кавказском фронте будет сотрудничать с русской армией. Тем не менее, в 1914 году власти Османской империи обращаются к армянской политической партии Дашнакцутюн с требованием, что в случае начала войны и вступления в нее Османской империи Высокая Порта ожидает или надеется, что армяне, проживающие в Российской империи, восстанут против российской власти. На 8-м съезде партии Дашнакцутюн, который прошел в Эрзруме, было принято решение партии о том, что армяне Османской империи должны служить в Османской армии, а армяне, подданные Российской империи, в Российской армии. То есть армянская партия Дашнакцутюн предпочла, чтобы армяне, сражавшиеся в вооруженных силах различных государств, сражались друг против друга. Примечательно здесь именно то, что фактически по решению одной из главнейших армянских партий того времени в Османской империи, армяне должны были преданно служить Османской армии. Армяне были призваны в Османскую армию, где они показали свою безусловную преданность Османской империи. Приведу несколько примеров. Это участие армян в войне на Западном фронте, в частности в качестве военных врачей. Далее, армянин из Сиваса по имени Ованес Агинян даже спасает жизнь военного министра Энвера Паши на Западном фронте войны. Того самого Энвера, который стал идеологом геноцида армян. Далее, история жизни известного артиллериста Саркиса Торосяна, верно служившего в Османской армии и получившего даже орден Героя от самого военного министра Энвера Паши. Того самого Энвера, который стал идеологом геноцида армян. Ну и так далее. Все это достаточно ясно свидетельствует о том, что эти армяне очень преданно служили вооруженным силам Османской империи. Это ответ на вопрос о том, являлись ли армяне предателями Османской империи. И тем не менее, дипломаты Австро-Венгрии, например, сообщают из Константинополя в Вену, в частности, следующее. Цитирую. Очень часто армянских солдат отправляют на передовую линию фронта, чтобы они там были убиты. При этом известно, что каждый проигравший военачальник, как правило, стремится оправдать свое поражение, найдя козла отпущения. В то время и османский военный министр Энвер после позорного поражения в Сарыкамышском сражении основной причиной поражения называет армян. При этом он, конечно, не говорит о том факте, что в результате этого кровавого сражения, имевшего место с 9 декабря 1914 года по 5 января 1915 года, из почти 80 тысяч погибших османских солдат более 20 тысяч погибли от обморожения. Существуют случаи. Перед началом указанного Сарыкамышского сражения Энвер Паша обошел армейский отряд и всем легко одетым османским солдатам сказал следующие обнадеживающие слова. Цитирую. «Солдаты, я встречался со всеми вами, видел, что ваши ноги не обуты, а на ваших плечах нет шинели. Однако враг, стоящий перед вами, вас боится. В самые ближайшие дни вы атакуете и войдете на Кавказ. Там вы найдете много еды и богатства. Весь мусульманский мир с надеждой следит за вашими последними усилиями». Конец цитаты. Кстати, именно поэтому на параде так называемой «Победы в Баку» в декабре 2020 года Эрдоган вдруг вспомнил Энвера Пашу. Многие не знают этой истории. Дело в том, что начиная примерно с середины 16 века
турки не вступали на Кавказ. И именно Энвер Паша, помимо организации геноцида армян, стремился также завоевать Кавказ, но у него этого никак не получалось. Сегодня же Азербайджан утратил свой суверенитет и полностью контролируется Россией и Турцией. Итак, турецкие историки намеренно скрывают вышеуказанные факты о том, что десятки тысяч турецких солдат погибли просто от обморожения, так и не вступив в сражение с русской армией, поскольку, пренебрегая советами немецких советников, Энвер в условиях снежной бури отправлял солдат в атаку. Или другой пример. Когда по причине отсутствия разведки 31-я и 32-я турецкие пехотные дивизии в условиях плохой видимости начинают стрелять друг в друга, обоюдно предполагая, что напротив них стоят русские войска. Таким образом, в целом турецкие историки так и не исследовали подробности Сарыкамышского сражения с целью представления обществу тактических ошибок своего бездарного военачальника. При этом, естественно, всю вину за поражение Энвер переложил на предполагаемое предательство армян, что, безусловно, было очень удобно в ситуации набирающего размах геноцида. И турецкие историки также в качестве козла отпущения предпочитают указывать на армян. Более того, для сгущения красок они указывают на то, что в тот период на стороне русской армии сражались много армян, отмечая, что в частности имена Андроника Озаняна и Товмаса Назарбекова. Я поясню. Армяне, и в частности армянские добровольческие и разведывательные подразделения, действительно попадались на глаза во время Сарыкамышских сражений. В частности, разведчики первой группы Андроника Озаняна и четвертой группы Аршака Гафавяна. Но при этом турецкая сторона, как всегда, не договаривает важные факты, а именно, в тот период в Российской империи проживало не меньшее количество армян, подданных Российской империи. И армяне, естественно, были призваны в русскую армию. Из армянского населения Российской империи численностью в 2 миллиона 54 тысячи человек в годы войны в русскую армию было призвано более 250 тысяч солдат. Таким образом, попадавшиеся на глаза в Сарыкамыше, Ване и в других местах Андроник Озанян, Товмас Назарбеков и многие другие, это были не предатели-дезертиры армии Османской империи, а солдаты русской армии, в связи с чем и эти обвинения турецкой стороны представляют собой всего-навсего очередные манипуляции. Поэтому, если турецкие историки так сильно желают кого-нибудь обвинить в убийстве мусульманского населения русской армией, то они могут обвинять царскую Россию, а не армян Османской империи. И даже в этом случае это не может служить оправданием геноцида армян. Кстати, в нацистской Германии, например, никому в голову не приходило оправдать еврейский Холокост тем фактом, что в советских или британских войсках служили евреи. Или тем, что на территории Восточной Европы действовали еврейские партизанские отряды. Далее, уже начиная с февраля 1915 года, подавляющее большинство армянских солдат разоружается и отправляется в строительные роты. И после использования их в строительных работах в течение определенного времени их убивали. Этим сделана попытка убрать защитную силу армян, чтобы впоследствии проще и результативнее можно было реализовать политику геноцида. Дальнейшие события показали, что армяне смогли организовать оборонительные сражения и самооборону исключительно в тех местах проживания, в которых армянские мужчины определенным образом уклонились от воинской службы в османской армии и проигнорировали требования призыва на воинскую службу. Далее. После отстранения одной части армянских мужчин из мест проживания, турецкие и курдские разбойничьи шайки под руководством Османского государства практически беспрепятственно начали совершать погромы армянского населения. Уже с самого начала 1915 года регистрировались случаи массовых убийств. Свидетельства о подобных случаях, а также случаях насильственной смены вероисповедания женщин и детей увеличивались день за днем. Параллельно с этими событиями еще с февраля месяца 1915 года уже начались аресты армянских политических и общественных деятелей. Армянские партии пришли в себя и вместе с народом приступили к самообороне. Но, к большому сожалению, и это не стало восстанием.
Дальнейшие события показали, что решение 8-го съезда партии Дашнак Цутюн было ошибочным. Если бы партия Дашнак Цутюн изначально поставила цель организовать всеобщее и всенародное восстание, то большая часть армянского населения была бы спасена. Как я уже сказал ранее, количество актов самообороны в целом было очень незначительным. На всей огромной территории империи произошло всего-навсего 10 маленьких и редких случаев сопротивления. Что само собой уже свидетельствует о том, что в действительности народ не был готов к сопротивлению, поскольку готовые к сопротивлению люди сопротивлялись бы намного больше и результативнее, как это имело место в частности с балканскими народами. Приведу несколько примеров актов самообороны армян в 1915 году. Первое. Ванская самооборона. Это наиболее известный акт самообороны армян. Это событие некоторые иностранные историки, включая турецких историков, по ошибке называют восстанием. Однако при исследовании хронологии ванских событий становится очевидно, что это была именно самооборона, поскольку она началась лишь в тот момент, когда села, окружающие город Ван, были уже уничтожены, а турецкие войска, идущие на Ван, были именно те войска, которые уничтожили все села вблизи города Ван. Еще 5 апреля 1914 года была создана армянская организация самообороны Васпуракана. Нападения на села вокруг Вана начались еще в конце 1914 года. Часть этих сел была вырезана без сопротивления. По свидетельствам американского дипломата Генри Моргентау, который был послом США в Турции в годы Первой мировой войны, цитирую: «В течение всего 3 дней в северном районе озера Ван турки убили 24 тысячи армян, а до мая месяца разрушили около 100 сел этой области, жители которых были вырезаны. Некоторые села по мере возможности сопротивлялись, как, например, село Арен района Арчеш и село Тах района Шатах. Однако соотношения сил были явно не в пользу армян. Из ванских армян оружие могли держать максимум 1500 человек, при том, что в наличии имелось лишь около 300 винтовок. Ряды сражающихся пополнялись лишь впоследствии за счет армян из различных районов области, нашедших убежище в армянских кварталах Вана. В течение 1 месяца армянам удалось оказывать сопротивление регулярным османским войскам, вооруженным пушками, которым еще и помогали курдские и черкесские разбойничьи шайки. Второе. Мужская самооборона. Не достигнув успеха в Ване, благодаря вышеуказанной самообороне армян, погромщики османского правительства не спешили начинать массовую резню армян Сосуна, а также в городе Муш и окружающих его селах. Они решили действовать осторожнее. Кроме того, русская Кавказская армия предприняла успешную атаку, и Третья османская армия была полностью занята приостановлением дальнейшего продвижения противника. Местные власти осознавали, что курдские племена без помощи регулярной османской армии, без пушек и пулеметов не в состоянии осуществить уничтожение армян. Младотурки желали, чтобы после определенной стабилизации обстановки на фронте направить войска на Муш и свести счеты с местным армянством. Обстановка, конечно, армян беспокоила. Дашнакские деятели, которые организовали самооборону, решают сосредоточить сопротивление в горах Сосуна. Таким образом, большая часть армянских бойцов поднимается в горы, а небольшая их часть остается в Муше. В июле 1915 года, после отступления русской армии, турецким властям удается сосредоточить значительные силы против армян Муша. Первый удар турки и курды нанесли по армянским кварталам города Муш и армянским селам на равнинах. По приказу властей в город поспешили также вооруженные курдские разбойничьи банды. Более того, раздали оружие даже простым турецким гражданам. Армянские кварталы окружили подразделения турецкой армии, а также турецкие и курдские разбойничьи группы. 26 июня 1915 года глава города Муш по имени Сервет приказывает выселить всех местных армян, а в случае неповиновения угрожает им и сводить счеты. 28 июня 1915 года начинается самооборона армян города Муш. В Муше имелось 5 армянских кварталов.
с армянским населением 12 тысяч человек. К ним также присоединились 10 тысяч армян, бежавших с окружающих армянских сел. Армяне закреплялись в определенных кварталах и переходили к самообороне. Время от времени некоторым армянским группам удавалось прорвать кольцо окружения и выбраться в горы. 30 июня 1915 года турецкие войска начинают очередной штурм с еще большими силами. Им удается прорвать оборону мужских армян. Участники самообороны сражаются до конца и погибают. После подавления сопротивления армян, турки начинают в городе зверскую резню. В частности, турецкие полицейские сжигают детский дом вместе с находящимися в нем армянскими сиротами. Третье. Урфийская самооборона. Армяне Урфы также прибегли к самообороне против турецких погромщиков. С весны 1915 года город превратился в концентрационный лагерь и место ссылки армян. Каждый день, без остановки, караваны изгнанников из различных городов Западной Армении проходили через Урфу. Грабеж и разбой по отношению к ссыльным армянам продолжался и здесь, в Урфе. Служащий немецкого миссионерского движения в Урфе Бруно Эккарт писал следующее, цитирую: «Это имело целью приговорить армян к мучительной голодной смерти в пустынях Месопотамии». Так собранные в городе ссыльные пребывали в жутких антигигиеничных условиях, по причине которых среди населения Урфы усилилось распространение различных инфекционных заболеваний. Вопреки строгому запрету османского руководства, армянство, проживающее в городе Урфа, которое составляло 1/3 от проживающего в городе 100-тысячного населения, старалось всеми способами помочь ссыльным. Турки усердно искали повод для ссылки и урфийских армян тоже. Наблюдая за жестоким и безжалостным отношением турецких властей в отношении соотечественников, представители армянского населения Урфы созвали собрание с целью обсуждения угрожающего положения вещей. Однако, чтобы не давать соответствующего повода властям, было решено не приступать непосредственно к действиям и терпеливо переживать все оскорбления и насилие, совершаемые турецкими властями. Однако уже 25 июня в течение 2 часов турецкие власти арестовывают более 100 знатных и видных армян города, а также всех участников вышеуказанного собрания. Избежать ареста удалось лишь немногим. Вскоре младотурецкие власти отправляют 1500 урфийских армян, молодых людей, на так называемые работы в тылу, а как только выводят их из города, сразу же убивают. Из этого ада удалось спастись лишь 2, которые принесли эти трагические новости в город Урфа. В это время в город уже прибывают представители партии «Единение и прогресс» по имени Черкес Ахмед и Халил Бей, которые спровоцировали всю местную чернь на насилие против армян. Они же и руководили погромами армян, которые начались тогда. В этот день было убито около 200 армян. В результате этого армяне Урфы начали организовывать отряды самообороны и добывать оружие. 29 сентября полиция окружает дома 2 вышеуказанных армян, спасшихся от резни так называемого рабочего батальона из 1500 человек. Их арестовывают по обвинению в дезертирстве. Эти 2 армян вступают в бой, убивают несколько полицейских, а стычка стала своего рода поводом для начала урфийской самообороны. До прибытия регулярных войск младотурецкие власти подняли на ноги все мусульманское население окрестностей. В этот период армянские отряды довольно успешно защищаются. До 12 октября в Урфу прибыли 3 турецких батальона, 2 гаубицы 112 мм калибра и 2 полевые пушки. Турки сосредоточили против армян около 11 тысяч солдат, из которых 6 тысяч это регулярные части, 600 это люди главаря разбойничьей шайки по имени Сруч, Сулейман Бек, а остальные это мусульманское население окрестностей. Главой турецкого штаба был немецкий офицер Вольфскехл фон Райхенберген, участвовавший в уничтожении мирного армянского населения Мараша и Зайтуна.
Туркам помогал также офицер немецкой армии Рафаэль де Ногалес Мендес, по национальности венесуэлец, который также имел большой опыт в этом деле. Этот авантюрист участвовал также и в Ванском сражении, руководя турецкой артиллерией. Несмотря на самоотверженную борьбу армян, самооборона приблизилась к своему завершению. Согласно источникам, бои завершились в середине или в конце октября. Всех выживших мужчин турки и курды вырезали в городе, а женщин и детей выслали в сирийскую пустыню. Можно также привести и некоторые другие акты самообороны, такие как, например, оборона горы Мусадак, ставшая известной благодаря одноименному историческому роману австрийского писателя Франца Верфеля, основанному на реальных событиях и на свидетельствах непосредственных участников обороны горы Мусадак. Таким образом, все перечисленные выше случаи свидетельствуют о том, что армяне не были инициаторами, а лишь отвечали на шаги османских властей. Более того, армяне не были подготовлены и ориентировались на месте, по факту происходящих событий. А это доказывает, что их действия невозможно трактовать как восстание. Все акты самообороны армян не были системными. Это были отдельные бои за выживание. Ван, Шебин-Карахисар, Мусадак, Урфа и так далее. Говоря о восстаниях, необходимо отметить, что в случае организации восстаний для армян было бы логичнее поднимать их одновременно и повсеместно, поскольку в таком случае шансов на успех было бы намного больше. Однако мы знаем, что вначале имела место Ванская оборона, затем Шебин-Карахисар, затем Мусадак, затем Урфа. То есть армянское население указанных населенных пунктов начинало самооборону и прилагало усилия лишь тогда, когда приходила их очередь быть убитыми. Безусловно, население некоторых армянских территорий боролось против нерегулярных турецких разбойничьих солдатских банд и сопротивлялось реализации плана геноцида. Но при этом, к сожалению, для армян, количество подобных актов самообороны было незначительным. Всего 10 маленьких и малочисленных актов сопротивления на этой огромной территории империи представляли собой каплю в море. Исходя из четкой хронологии событий, становится очевидным, что сопротивление началось в тот момент, когда уже начались погромы и резня армян. Кроме того, под геноцидом не подразумевается ситуация, при которой преступник вырезает всех и нет никакого сопротивления. Это важно учитывать. Никто не может утверждать, что в случае самообороны и сопротивления этнической группы она уже не может рассматриваться как жертва геноцида. Естественно, были также случаи возмездия, когда армяне, убежавшие из караванов смерти или узнавшие об убийстве родных, мстили своим соседям, которые очень часто участвовали в резне армян наравне с турецкими солдатами. Вместе с тем, для доказательства того, что совершенное Османской империей является геноцидом, вовсе и не обязательно даже отрицать мнение касательно так называемого восстания армян. В этом смысле классическим является пример Руанды. В Руанде в течение довольно длительного периода до геноцида Тутси имела место гражданская война между этническими Тутси и этническими Хуту. Однако Международный трибунал по Руанде, рассматривая дело, заявил следующее, цитирую: «Да, это была война, гражданская война, но это ни в коей мере не преуменьшает то, что в определенном временном промежутке имел место также геноцид Тутси». То есть, если даже будут говорить о том, что да, были восстания армян в Ване и других армян населенных пунктах, имелись определенные армянские отряды самообороны, которые в том числе участвовали в операциях, проводимых русской армией и так далее. Однако это никоим образом не может оправдать проведенную политику Османской империи по уничтожению армянской этнической группы. Точно так же и не могут оправдываться жертвы среди еврейского населения, говоря о том, что евреи в Варшаве восстали или прибегли к самообороне. Поэтому оправдано убийство евреев, проживающих на всех территориях, пребывающих под господством Рейха. В случае с Холокостом в концентрационных лагерях, гетто и других местах евреи восставали, пробовали организовать самооборону. Наиболее известным является восстание в Варшавском гетто, которое было утоплено в крови. Но тем не менее, это также свидетельствует о том, что жертва геноцида пробует восстать для организации самообороны. Пару слов о восстании евреев в Варшаве.
Подобно армянам в Ване, Урфе, Мусадаге и другим местам, лишь после начала Холокоста евреи прибегли к самообороне. Во время Второй мировой войны примерно в 100 еврейских гетто на территориях Польши, Литвы, Белоруссии и Украины были основаны подпольные организации. Целью этих организаций было предпринять вооруженную борьбу, то есть восстание, с целью выйти из закрытых гетто и соединиться с партизанами. Были также случаи, когда восстание не планировалось и происходило по факту развивавшихся событий. Причиной того, что в многочисленных гетто сопротивления были более организованными, являлось то, что еврейские молодежные движения были глубоко вовлечены в планирование и реализацию этих сопротивлений. Активное сопротивление имело различные виды, начиная с вооруженной борьбы и заканчивая скрыванием и побегом. Организация вооруженной борьбы в гетто включала в себя решение крайне сложных проблем для секретных групп, среди которых каким образом провести оружие внутрь гетто, каким образом проводить тренировку по стрельбе в условиях гетто, и другие. Кроме того, не менее сложной проблемой для подпольных бойцов являлось получение поддержки от жителей гетто. Было очевидно, что у восставших не будет никакой возможности остановить истребление. Единственным успехом могло стать лишь то, что определенная группа бойцов смогла бы выскочить из гетто и соединиться с партизанскими отрядами. Наиболее крупное и известное восстание произошло в Варшавском гетто в апреле-мае 1943 года, которое руководила еврейская боевая организация. Члены этой организации отвергали традицию пассивности и смирения. Восстание продлилось 27 дней. В самый первый же день нацисты установили здесь около 2000 солдат и полицейских и 36 офицеров. Им противостояли 700-750 молодых еврейских бойцов, у которых не было военного опыта и которые имели лишь несколько пистолетов. Спустя некоторое время после продолжавшихся боев немцы решили просто сжечь гетто, дом за домом. Постепенно по возможности евреев сопротивляться и скрываться уменьшались. 8 мая штаб еврейской боевой организации был уничтожен. Бойцы этой организации заранее не разработали план отступления, однако с помощью нескольких единомышленников нескольким десяткам бойцов удалось улизнуть из гетто через систему канализации. 16 мая генерал Штроп Юрген объявил, что бои окончены, и в качестве символа победы взорвал большую синагогу в Варшаве, которая находилась даже за пределами гетто и являлась гордостью евреев. И затем объявил, что еврейского квартала Варшавы больше не существует. Как я уже отметил, евреи боролись не только в рамках гетто, организовывая группы самообороны и бунты, но также участвовали в партизанской борьбе. Во время Второй мировой войны партизаны подвергали опасности своей жизни, организовывая тайные сопротивления на территориях, контролируемых нацистами. Они нападали на железные дороги, мосты и военные базы. Они также убивали тех местных, которые сотрудничали с нацистами. Еврейские партизаны значительно отличались от партизан неевреев. Партизаны неевреи присоединились к борьбе ради освобождения своей страны от чужеземцев или боролись против идеологии фашизма, будучи левыми социалистами, например. Их семьи, как правило, ждали их дома и надеялись, что после окончания войны партизаны вернутся домой. Евреи же партизаны боролись не за какие-то идеи, а ради сохранения их собственных жизней. Они не думали о том, что когда-нибудь увидят свой дом или семью, поскольку большая часть их семей была убита нацистами. Кроме того, партизан неевреев, как граждан-патриотов, местное население поддерживало едой и всем необходимым. Евреи же очень редко могли рассчитывать на местных жителей, которые довольно часто являлись антисемитами. И как мы видим, одна часть евреев довольно активно и успешно, с оружием в руках, боролась против нацистов и наносила существенный вред их войскам. Восставала, вела партизанскую борьбу нерегулярными вооруженными группами. Но при всем этом никто и никогда не стремился оправдать или обосновать убийство евреев фактом их сопротивления. Хочу также привести одну разницу между геноцидом армян и еврейским холокостом. Как был осуществлен геноцид евреев? Прежде всего, их собирали и размещали в гетто, а затем уничтожали. Евреев собирали, размещали в поездах и отправляли в концентрационные лагеря, в которых их убивали, сжигали или умерщвляли газом.
То есть нацисты очень старались, чтобы население страны прямым образом не принимало в этом непосредственного участия. В Османской Турции все было иначе. В период Первой мировой войны власти империи объявили джихад, то есть священную войну против христиан. После чего правительство империи отправило специальные группы в провинции с целью натравливания местных мусульман против христиан. А лишение в Балканских войнах, желание обладать землей, деньгами и всем остальным христиан получило благословение правительства Османской империи и религии. Мусульманское население активно участвовало в погромах армян. Сосед убивал соседа с целью завладеть его богатством, имуществом и так далее. Естественно, что в некоторых местах армяне прибегали как к самообороне, так и к мести. При этом еще раз следует подчеркнуть, что понятие сопротивления, самооборона, месть или возмездие предполагают перед этим совершение турками определенных действий. То есть это не может трактоваться как причина для осуществления геноцида. Итак, подведем итоги по этой теме. Восстаний армян в действительности не было, поскольку армянская политическая мысль, как я уже сказал, неверно оценила ситуацию и не была готова к подобному развитию событий. Но при этом даже наличие восстания или вооруженной борьбы никоим образом не может оправдать проводимую Османской империей политику уничтожения армянской этнической группы. Восстания и тем более самооборона не оправдывают и не могут оправдывать совершение геноцида и каким-либо образом преуменьшать ответственность Турции за совершенные ею преступления против человечности. В процессе исследования геноцида армян часто встает вопрос об архивах. Многие специалисты уже исследовали американские, британские, российские, итальянские архивы, а также немецкие и австрийские архивы, что представляет собой особую важность, учитывая то, что Германия была союзницей Турции в Первой мировой войне. Однако самое главное здесь то, что турецкие архивы до сих пор еще полноценно не исследованы. Что подразумевается под исследованием турецких архивов касательно геноцида армян? Это означает, что необходимо предположить, что в турецких архивах имеются документы о геноциде армян. Но при всем этом, друзья, как бы там ни было, прежде всего, всем необходимо четко понимать, что исследование турецких архивов уже не преследует цели доказательства совершения геноцида армян. Их следует исследовать уже не с целью доказательства того, был геноцид или не было геноцида, а с целью исследования всех деталей того, как все произошло, то есть для исследования подробностей совершенного Турцией геноцида армян. Вопрос действительности геноцида уже давным-давно доказан, и прежде всего доказан, как я уже говорил, самой Турцией. Итак, архивы являются своего рода коллективной памятью общества. Они сохраняют свидетельства прошлого, а также обеспечивают ответственность и прозрачность в отношении совершенных деяний прошлого. Архивы помогают людям получить объективное представление о своем прошлом и истории, а также для правильного понимания отдельных личностей и произошедших событий. Роль организаций в деле построения прошлого. Объективные знания, насколько это возможно, в отношении прошлого делают возможным построение лучшего будущего. Однако сегодня турецкое руководство в вопросе построения картины прошлого делает попытки скрыть темные страницы прошлого, неверно истолковывает историю и тем самым преследует попытки изменить будущее. Они делают все, что только возможно, уничтожают документы и архивы, держат некоторые архивы в совершенной секретности, очищают все следы прошлого и так далее. К документам и архивам особенно внимательны бывают сами преступники, совершившие преступления против человечности. В связи с чем найти документы, прямо свидетельствующие о геноциде, во всех подобных случаях найти довольно сложно. О таких документах я уже говорил в разделе «Отрицание геноцида Турции». Безусловно, как бы турецкие архивы не были уничтожены или очищены, некоторые документы, свидетельствующие о геноциде, выскользнули бы от этой чистки и предоставили бы нам дополнительную информацию о совершивших геноцид лицах, о совершенных ими деяниях и методах.
Вместе с тем необходимо четко понимать механизм осуществления геноцида армян и не искать темную кошку в темной комнате, когда ее там вовсе и нет. Как я уже говорил, в Османской империи существовал параллельный механизм управления, и геноцид осуществлялся посредством двух каналов – государственного и партийного. При том, что более влиятельными были рычаги партии «Единение и прогресс». То есть формально Османская империя руководила правительство, но в действительности страной управлял Центральный комитет партии младотурок. Решения в Османской империи принимали члены ЦК партии. В связи с этим интересующихся исследователей геноцида армян должны интересовать не только лишь турецкие государственные архивы, но и в большей степени партийный архив. В государственных архивах имеются документы, касающиеся в основном выселения. Эти документы в Турции публикуются. Это документы, безусловно, интересны и косвенно проливают свет на прошлое. Однако основными документами являются именно партийные документы Центрального комитета партии младотурок. Но при этом все основные документы Центрального комитета партии младотурок, касающиеся геноцида армян, на данный момент не представлены общественности турецкой стороной. То есть, либо они еще не опубликованы, либо уничтожены. В прошлом или в новое время. По свидетельствам очевидцев, имеются определенные данные о том, что турецкие руководители, к примеру, доктор Назим Бей, которые бежали из Турции на немецком корабле в промежутке между 30 октября и 1 ноября 1918 года, забрали с собой некоторые документы. Есть также очевидцы, которые свидетельствуют о том, что в Центральном комитете партии несколько дней подряд сжигались документы. В этом смысле имеется информация у немцев. Последний руководитель немецкой военной делегации в Османской империи, генерал-полковник Ханс фон Сект, отвез с собой в Германию часть документов, связанную с погромами и геноцидом армян. Однако немецкие военные архивы за этот период отсутствуют. Предполагается, что большая часть из них была уничтожена в период Второй мировой войны. Хотя имеются также некоторые свидетельства о том, что эти немецкие архивы были перевезены в США. Но как бы там ни было, сам генерал-полковник Ханс фон Сект докладывал следующее, цитирую. Официальные приказы, которые представлялись как отражение официальной политики, дополнялись секретными инструкциями. Иногда даже этими инструкциями адресаты уведомлялись, что не стоит воспринимать официальные приказы всерьез. Конец цитаты. Что касается турецких архивов, то здесь все неоднозначно. Прежде всего скажем, что турецкие архивы – это огромный склад со скоплением огромной информации, содержащий громадные по своему объему данные, которые по сегодняшний день еще даже не полностью систематизированы. А систематизировано лишь ничтожно малое из них. В этом смысле серьезные трудности возникают в том числе даже у тех людей, которым удается каким-то образом получить доступ к определенным архивам. Вторым фактором, связанным с турецкими архивами, является то, что они тщательно очищались множество раз. Еще начиная с 1960-х годов, когда редким специалистам было дано право исследовать эти архивы, турецкое государство осознало, что насколько опасные для них материалы могут содержать эти архивы. И направленно на государственном уровне начинает планомерную очистку архивов. В течение всей новейшей истории Турецкой Республики здесь неоднократно совершались военные перевороты, и после каждого такого переворота пришедшая к власти новая группа людей, в свою очередь, снова очищала архивы. Еще один интересный факт. По сведениям известного сайта Wikileaks, цитирую, Турция уничтожила архивы, касающиеся геноцида армян, как компрометирующие турок. Согласно материалам университета Сабанчи в Турции, были предприняты серьезные усилия, чтобы очистить архивы от каких-либо компрометирующих документов, касающихся армянского вопроса. Первая чистка состоялась в 1918 году, когда союзные войска оккупировали Константинополь. Часть важных документов была украдена из архивов. Конец цитаты. Люди, которые бывали в этих архивах и старались работать в них, констатируют, что вышеуказанная чистка архивов четко прослеживается и очевидно невооруженным взглядом. К примеру, прерывается датировка. Например, в 41-й папке вы можете найти документы под номерами 5, 6, а затем сразу идет 8, 9 и 10 документы. А 7-го документа просто нет. В мае 1987 года директором Государственного архива Турции был назначен Исмет Мироглу
под руководством которого материалы, касающиеся армян, были очищены, насколько это было возможно. А в мае 1989 года Турция торжественно объявила об открытии османских архивов. Однако этим объявлением турки допустили одно серьезное упущение. Было объявлено, что открыты архивы до 1894 года, тем самым сами же себя и выдали. Понятно, что любой архив имеет секретность и сроки давности. При этом турки прекрасно понимают, что какую опасность для них представляет обнародование периода гамидовской массовой резни армян 1894-1896 годов. В связи с чем архивы этого периода они решили держать под замком. Вместе с тем, обсуждая вопрос турецких архивов, следует избегать еще одной турецкой ловушки. Много говорится об открытости и закрытости турецких архивов. Однако, говоря о турецких архивах, которые тем или иным образом, способом касаются армян и армянского вопроса, или в принципе истории Османской империи и ее правопреемницы Турецкой Республики, необходимо различать государственные архивы и военные архивы главного штаба. Подробнее об этом. Вначале расскажу о Центральном государственном архиве Турции. Это главное ведение государственных архивов, находящееся непосредственно рядом с аппаратом премьер-министра Турецкой Республики. Здесь нужно знать, что архивные материалы, касающиеся периода Османской империи, находятся в османских архивах, которые находятся в административном районе Кягыт-Хане в Стамбуле, в местности под названием Садабад. Они сюда были перевезены в 2013 году, а материалы, касающиеся периода республики, находятся в архивных фондах республиканского периода, которые находятся в Анкаре. Так вот, этот архив открыт для всех исследователей, и услуги здесь предоставляются на очень высоком уровне, соответствующим международным стандартам. Все каталоги архивных фондов османских архивах, которые находятся в Стамбуле, оцифрованы, и их можно заказать с помощью компьютера. Часть архивных документов датирована, и с ними можно ознакомиться в любое время, а при желании заказать на CD-диске на оплачиваемой основе. А те документы, которые еще не оцифрованы, можно заказать и получить на следующий день, а при желании получить копии или скан-копии на CD-диске, или самостоятельно сфотографировать. В отношении этого архива главной проблемой является лишь то, какие документы в действительности хранятся в архиве, и какие из них представляются общественности. Однако перейдем ко второму, главному архиву нашего исследования. Архиву ведения военной истории Главного штаба и управления стратегических исследований. Аббревиатура английскими буквами АТАСЭ. Несмотря на то, что турецкая сторона объявляет, что этот архив открыт, однако можем сказать, что он закрыт. Именно в этом архиве находятся документы, делопроизводства и переписки в отношении различных тем, составленные в период Первой мировой войны между военным министерством Османской империи, Министерством внутренних дел и различных военных структур. То есть почти все сохранившиеся важные документы, касающиеся геноцида армян, хранятся в этом архиве. Преподаватель университета Белькент в Турции, профессор Октай Озел, делится своим опытом в газете «Радикал». Он заявляет, что архив действует непосредственно рядом с главным штабом, и, соответственно, решения о том, какой историк или исследователь может войти в архив, принимаются исключительно должностными лицами главного штаба, занимающимися соответствующими вопросами. Более того, эти должностные лица даже контролируют и решают, какие именно материалы исследователь может изучать в рамках своих исследований, а какие не может. Таким образом, исследователю недоступны все каталоги. Исследователю может быть отказано в предоставлении определенных заказанных им материалов и документов без обоснования причин. То есть, в первом случае, османские архивы Стамбула соответствуют международным стандартам. Однако во втором случае все совсем иначе. Исследователю разрешается взять с собой лишь карандаш и бумагу, делать ксерокопии или фотографии запрещено. Ограничено также и время работы по исследованию документов. Далее.
С целью уклониться от обсуждений касательно турецких архивов, турецкой стороной часто ставится вопрос открытости или закрытости армянских архивов, что особенно забавно звучит. Возникают следующие вопросы. Что именно они ищут в армянских архивах? И что они желают там найти? Что может интересовать турецких исследователей в армянских архивах касательно геноцида армян? Если вести отсчет с киликийского армянского государства, то с момента его завоевания чужеземцами и окончательного падения в 15 веке и вплоть до 1918 года у армян не было независимого государства, а массовые уничтожения армян начались в 1894-1896 годах, которые с началом Первой мировой войны трансформировались в геноцид армян. Перед исследователями на государственном уровне открыты архивные фонды и книгохранилища Армянского национального архива, Музея Института геноцида армян, Института древних рукописей Матенадаран, Национального библиотечного архива. Об этом свидетельствуют даже некоторые турецкие исследователи, среди которых руководитель отдела истории университета в Тунджели, доктор-доцент Джанан Бадем, а также кандидат наук кафедры по исследованиям Холокоста и геноцида Университета Кларка США Умит Курт. Накануне столетней годовщины геноцида армян Армянский национальный архив опубликовал в 3 томах имеющиеся свидетельства очевидцев и выживших, касающиеся геноцида. Это материалы свидетельства 1916-1917 годов, записанные непосредственно со слов армянских беженцев, собранных на территории Южного и Северного Кавказа, Ирана, Баку, Константинополя и других местах, касательно всего произошедшего с ними. Люди описывают свои села, историю депортации и их скитания о том, как они оказались в этом месте. Эти тома были переведены на русский и английский языки, а затем и на турецкий язык, презентацию которой сделал турецкий публицист по фамилии Зараколу. Эти свидетельства дают возможность всем турецким исследователям ознакомиться с указанными документами и свидетельствами даже без посещения Армении. Для понимания текущих процессов необходимо подчеркнуть ряд важных обстоятельств. Является ли признание геноцида армян целью или все-таки средством к достижению цели? Могут ли территориальные права Республики Армения, имущественные права армян, а также нравственные потери быть восстановлены исключительно путем признания геноцида армян? С уверенностью можно сказать, что признание – это лишь средство к достижению цели. Следовательно, целью является не простое признание геноцида, а посредством такого признания наказание преступника и по возможности восстановление имущественных и неимущественных прав жертвы. Кроме того, я прошу учесть, что геноцид армян уже признан и осужден многими, если не большинством, странами мира, включая большинство государств Европы и Латинской Америки, а также США и Россию. И кроме того, наиболее влиятельными международными организациями. Что касается признания Турции, как я уже говорил, однажды Турция уже признала совершенные ею преступления посредством решений судов Османской империи. И в связи с этим, если сегодня и говорить об этом, то стоит говорить не о признании Турции геноцида армян, а о повторном признании Турции геноцида армян. Очень важно правильно расставлять акценты, друзья. Но при этом, если этот процесс признания, будучи больше эмоциональным и формальным по своему характеру, поглощает весь потенциал нашей борьбы и, следовательно, в некотором смысле перекрывает другие дороги для борьбы, то я начинаю сомневаться в эффективности этого пути. Ведь нельзя же тратить весь человеческий и материальный потенциал на бесперспективную работу. Мне даже порой кажется, что турки постоянно противятся принятиям резолюции о признании геноцида армян со стороны других государств, не потому, что на самом деле видят в этом серьезную угрозу, а потому, что желают тем самым чем-то нас занять, чтобы мы не пошли по более опасным для них дорогам. В свою очередь, может ли признание геноцида восстановить справедливость, если преступник или его потомки продолжают пользоваться плодами совершенного преступления? Ведь по сути потомки, вкушающие плоды совершенного их предками преступления, являются не просто потомками преступников,
но и по факту, желая того или нет, прямыми соучастниками этих преступлений. Таким образом, лично мне абсолютно безразлично, признает ли Турция еще раз геноцид армян или нет. Мне нужно, чтобы она возместила за него. Турция может признать геноцид, но не компенсировать. А может наоборот, не признать, но компенсировать. Поэтому нам сегодня следует больше говорить об устранении последствий геноцида армян, к восстановлению прав армян, к материальным и территориальным репарациям. Армянский вопрос на нынешнем этапе состоит из трех компонентов – территориального, материального и морального. Следовательно, армянский вопрос можно будет считать решенным лишь в случае полноценного решения задач, вытекающих из этих трех составляющих, то есть в случае полного или частичного возмещения. Решение армянского вопроса реально и может иметь различные формы проявления. При этом это станет возможным, если оно будет основано на реализме, то есть будет учитывать сегодняшние демографические, военные, политические и экономические реалии. Это решение должно на практике способствовать установлению мира во всем регионе, разностороннему экономическому развитию, формированию атмосферы партнерства и доверия, а также служить реализации определенных интересов силовых центров мира и их более широкому вовлечению в вопросы региона. Таким образом, история свидетельствует, что вероятность достижения успеха в правовом поле значительно выше. Изучая ход обсуждений вопроса геноцида армян в правовой плоскости, однозначно становится очевидной выгодность борьбы именно в правовом поле. Не было ни одной правовой инстанции или правовой оценки, касающейся геноцида армян, в которой ставилось бы под сомнение соответствие геноцида армян данной характеристике. Так было начиная с судебных процессов Турецкого военного трибунала 1919-1920 годов и заканчивая правовым анализом и оценкой судебного защитника-основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Джеффри Робертсона. Американская правоведческая мысль также никогда не ставила под сомнение соответствие геноцида армян данной квалификации. Лучший специалист США в вопросах, касающихся правовых обязательств, связанных с Конвенцией о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него, Лоуренс G. Леблан, имея оговорки касательно множества других случаев массовых убийств в истории, однако массовые убийства армян и евреев однозначно характеризует как яркие примеры геноцида. То есть, необходимо переместить армяно-турецкие отношения в правовое поле и всем имеющимся в этих отношениях проблемам дать правовые решения и формулировки. В конце концов, у нас есть моральные, материальные и земельные права не просто потому, что был совершен геноцид, а потому что есть соответствующие международные документы, как инструменты, закрепляющие наши права. Для начала касательно правопреемственности Турции и Османской империи. Вопрос правопреемства или непрерывности Османской империи и Турецкой республики на первый взгляд носит чисто юридический характер, но тем не менее по сути имеет довольно более широкий охват и решающее значение с точки зрения ответственности Турции за геноцид армян, а также международных обязательств Османской империи. Итак, правопреемство государств базируется на правовладении территорией. То есть, когда какое-либо новосозданное государство наследует или каким-либо иным образом подтверждает свое право на определенную территорию, то это государство принимает на себя права и обязанности, закрепленные за данной территорией. Данные вопросы урегулированы в частности Венской конвенцией о правопреемстве государств в отношении договоров от 1978 года и Венской конвенцией о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов от 1983 года. При этом обе конвенции определяют правопреемство государств как замену одного государства другим государством в плане ответственности за территорию в международных отношениях. И несмотря на то, что представители нынешней Турции, а также лица, обслуживающие их точку зрения, очень часто стремятся запутать международное сообщество в вопросе правопреемства Османской империи и Турции, однако международное право и международные судебные решения однозначно подтвердили и закрепили это правопреемство. Более того, правовую непрерывность этого государства. В сферу международных отношений Турецкая республика в зачаточном состоянии вошла по Лозаннскому договору от 24 июля 1923 года. Так, в преамбуле указанного договора, где перечислены цели его заключения, в первом же абзаце говорится
о совместном желании сторон положить конец состоянию войны, которая длится в регионе, начиная с 1914 года. А во втором абзаце говорится о стремлении к восстановлению дружбы и торговых отношений. Исходя из этого, очевидно же, что Турецкая Республика могла подписать договор об окончании войны, объявленной, начатой и проведенной Османской империей, лишь в том случае, если она сама, а также другие участники договора, там Британская империя, Франция, Италия, Япония, Румыния, Греция, без сомнений принимали бы то, что Турецкая Республика является правопреемницей Османской империи. Международное право в этом вопросе однозначно. Согласно статье 34 Венской конвенции о праве международных договоров от 1969 года, государство может вступать в международные отношения, в том числе заключать договоры, исключительно от своего имени. Кроме того, вышеуказанный второй абзац Лозаннского договора говорит не об установлении отношений, а об их восстановлении, то есть закрепляет идентичность и непрерывность государства. Первая статья договора говорит о возобновлении официальных отношений, а не об их установлении. Далее. Лозаннским договором Турецкая Республика пришла к соглашению с договаривающимися сторонами по ряду вопросов. Уточнила правовой статус некоторых территорий, принимая за основу договоры, заключенные Османской империей. В частности, по 12 статье договора Турецкая Республика подтверждает статус группы островов, основываясь на решении Лондонской конференции от 13 февраля 1914 года, Лондонского договора от 17-30 мая 1913 года и Афинского договора от 1-14 ноября 1913 года. Если бы Турецкая Республика не являлась продолжением Османской империи, то все указанные вопросы должны были регулироваться отдельно, новыми договорами. Турецкая Республика не была правомочна подтверждать или отрицать какое-либо положение какого-либо договора или соглашения, в которых она сама не принимала участие. То же самое относится и к вопросам суверенитета, указанных в статьях 14-22 Лозаннского договора, и уточнениях территориальной принадлежности. В 99 статье Лозаннского договора были также перечислены все те договоры и соглашения, которые одновременно с Лозаннским договором повторно, обращаю внимание, повторно вступят в силу, поскольку с объявлением войны Османской империи они приостановили свое действие. Договор касается также османского долга и других финансовых вопросов. И, кстати говоря, Турецкая Республика взяла на себя обязательства по выплате османского долга и смогла погасить их лишь в июне 1944 года. Посему, обобщая часть, касающуюся Лозаннского договора, можно согласиться с заключением одного из крупнейших специалистов по международному праву, Яна Браунли, о том, что в соответствии с положениями Лозаннского договора Турецкая Республика, как новый политический субъект, является идентичной с Османской империей. Помимо Лозаннского мирного договора в Лозанне, в тот же день был также заключен ряд других международных документов, которые вновь свидетельствуют о правопреемстве и непрерывности Османской империи и Турецкой Республики. В частности, по декларации и протоколу об амнистии, Турецкая Республика помиловала жителей Турции за различные преступления, совершенные ими в период с 1 августа 1914 года по 20 ноября 1922 года. Естественно, что Турецкая Республика не могла помиловать подданных Османской империи за правонарушения, совершенные теми в годы существования империи, лишь в том случае, если республика являлась и признавалась правопреемницей империи. То же самое касается и права последствий протокола предоставления определенных привилегий, данных Османской империи. Турецкая Республика не перезаключила соглашения экономического характера и не присудила бывшим товариществам определенные особые права повторно, а первой статьей указанного протокола лишь приняла их непрерывность. Правопреемство Османской империи и Турецкая Республика закреплено также и правовыми решениями. В частности, Амстердамский окружной суд в вердикте от 1926 года по делу Розелиус и Комп против доктора Карстена и Турецкой Республики однозначно закрепил, что несмотря на то, что Турция больше не является империей и ее размеры существенно сократились,
Но тем не менее республика является правопреемницей империи. Более того, суд вынес решение о том, что новая Турецкая республика является продолжением предыдущего государства и является носителем всех прав и обязанностей предшественника. Правопреемство империя-республика закреплено также судебным вердиктом в судебном деле от 1924 года Мавроматис «Палестинские концессии». В соответствии с вышеизложенным, можно твердо утверждать, что правопреемство передается не по линии правительства или правящего режима, а по линии государства. Международные права и обязанности принадлежат государствам, а не правительствам. Новое правительство наследует их лишь в том смысле, что оно становится правительством того государства, к которому эти права и обязанности относятся. Все вышеуказанное является бесспорным доказательством того, что нынешняя Турецкая республика является правопреемницей Османской империи, а следовательно полностью несет всю ответственность за геноцид армян, совершенный во времена Османской империи, властью этой империи, и имеет соответствующие обязательства по устранению последствий геноцида, о которых мы поговорим. Касательно предков Эрдогана и геноцида армян. В связи с вышеуказанным, когда товарищ Эрдоган заявляет о том, что его предки никогда не совершали геноцид, то следует иметь в виду следующее. Во-первых, геноцид – это прежде всего политическое преступление, а не просто индивидуальное преступление физического лица. А политическим субъектом международного права является государство, а государством, совершившим преступление против человечности, является Турция, руководителем которого, в свою очередь, сегодня является Эрдоган. Во-вторых, никто не обвиняет конкретно и лично предков Эрдогана в осуществлении геноцида армян. Более того, никто не обвиняет также нынешнее поколение турецкого народа в совершении геноцида армян. Однако, несмотря на то, что современные турки не имеют непосредственной вины в преступлениях своих предков, однако, тем не менее, они несут ответственность за них. Точно так же, как и современные немцы, не будучи виновными в преступлениях нацистов, ответственны за предков и до сих пор продолжают молча и терпеливо нести на своих плечах эту тяжкую ответственность. Причем эта ответственность немцев проявляется не только лишь в однозначном осуждении содеянных преступлений нацистов, но также и в виде сотен миллиардов долларов, выделенных и выделяемых Израилю на протяжении десятилетий в качестве компенсации. Поэтому, быть может, предки Эрдогана непосредственно и не участвовали в геноциде армян. Однако политические предки Эрдогана, несомненно, осуществили первый геноцид 20 века. И пока турецкий народ не осудил геноцид армян и продолжает вкушать плоды преступления предков, он, желая того или нет, но является соучастником этого геноцида. И, наконец, преступниками являются не только те, кто осуществляет преступления, но и те, кто скрывает и покрывает совершенное преступление. Далее, территориальные репарации Турции. Также международно-правовые документы. Прежде всего, выскажусь о территориальных и земельных правах армян. Для понимания сути требований армян и территориальных репараций Турции необходимо обратиться к соответствующим международно-правовым документам. В международных отношениях юридически законное право на какую-либо территорию определяется не историческим прошлым или фактическим распоряжением ею, а признанным титулом по отношению к определенной территории. Когда во время войны одно государство завладевает территорией другого государства, то данная территория продолжает оставаться территорией пострадавшего государства ровно столько времени, пока соответствующим международным документом не закреплен перевод титула на данную территорию. Это очень похоже на повседневную жизнь. Пока вы не оформили свои права на определенный земельный участок с соответствующими документами, он вам не принадлежит, вне зависимости от того, сколько лет вы там проживаете или сколько строений вы на нем построили. Для четкого представления сказанного мною нужно в рамках международного права проанализировать все те документы, которые тем или иным образом касаются и имеют юридическое или фактическое отношение к армяно-турецкой границе, а также уточнить их нынешний правовой статус. Итак, что же такое международный договор? Вторая статья Венской конвенции о праве международных договоров от 1969 года определяет: договор означает международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом. Согласно официальному указателю руководства ООН, международные договоры есть соглашения между субъектами международного права,
посредством которых они создают, подвергают изменению или прекращают взаимные права и обязанности. То есть для того, чтобы договор считался законным, необходимо, чтобы каждая из сторон, заключающих договор, являлась субъектом международного права, то есть полномочным представителем законного правительства международно признанного государства. Исходя из этого, обратимся к каждому из договоров, касающихся армяно-турецкой границы тем или иным образом, в хронологическом порядке и определим их статус в соответствии с международным правом. Итак, договора, заключенные после Первой мировой войны до окончательного установления мира в регионе, так или иначе касающиеся армяно-турецкой границы, следующие. Брест-Литовский мирный договор от 3 марта 1918 года, Северский мирный договор от 10 августа 1920 года, Александропольский договор от 3 декабря 1920 года, Московский договор от 16 марта 1921 года, Карский договор от 13 октября 1921 года и, наконец, Лозаннский мирный договор от 24 июля 1923 года. В некоторых из указанных договоров Армения и вовсе не принимала участие, а следовательно, для Армении они принципиально не могут создавать правовых последствий. Однако в связи с тем, что многие так называемые эксперты считают, что они имеют определенное отношение к армяно-турецкой границе, поэтому мы проанализируем все эти договора без исключений. Итак, первым по хронологии идет Брест-Литовский мирный договор. Этот договор незаконен и недействителен. Придя к власти в октябре 1917 года путем вооруженного переворота, большевики уже через несколько месяцев оказались в крайне тяжелом положении. 3 марта 1918 года в Брест-Литовске они, ради того, чтобы прийти к власти, заключили позорный пораженческий договор, по которому пошли на колоссальные территориальные уступки в Европе. На Армянском Нагорье большевики пошли на существенные уступки Османской империи, которая терпела поражение и стояла на грани исчезновения. Согласно указанного договора, большевики обязались возвратить туркам не только занятые в ходе войны территории Западной Армении, или, как записано в договоре, провинции Восточной Анатолии, но также и области Ардагана, Карса и Батума, входившие в состав Российской империи с 1878 года. Так, данный договор не влечет никаких правовых последствий для армяно-турецкой границы по двум причинам. А. В 1918 году большевики не представляли собой законную и признанную власть в России, а следовательно были неправомочны вступать в международные отношения и тем более заключать договор от имени России. Об этом подробнее расскажу дальше. И Б. Данный договор был аннулирован самими же подписавшими его сторонами. Второй договор. Следующим договором по хронологии идет Северский мирный договор. Этот договор законный. Все заключающие его стороны являлись законными и признанными властями своих государств. Касательно условий договора, согласно установленному порядку, велись длительные переговоры. От имени Османской империи этот договор был подписан полномочным представителем этого государства. Северский мирный договор не удостоился полной ратификации сторонами, в связи с чем остается несовершенным, однако он никогда не объявлялся недействительным. То есть он остается законным, но не вступившим в силу. При этом является ошибочным распространенное представление, будто Северский мирный договор определял границу между Арменией и Турцией. Это не так. По 89 статье Северского договора Турция и Армения согласились обратиться к президенту США с просьбой определить границу Армении и Турции арбитражным решением и немедленно принять это решение. Немедленно принять. По 90 статье договора Турция повторно подтвердила свою позицию следующим текстом. Со дня принятия арбитражного решения Турция отказывается от всех прав и титулов в отношении передаваемой Армении территории. В продолжение Северского мирного договора 22 ноября 1920 года президент США Вудро Вильсон подписал арбитражное решение об определении границы между Арменией и Турцией
и заверил это решение государственной печатью США. Вышеуказанное означает, что с 22 ноября 1920 года, с даты принятия арбитражного решения, арбитражное решение вступило в законную силу. И с указанной даты турецкие права и титул в отношении провинций Ван, Битлис, Эрзрум и Трабзунд, образующих часть бывшей Османской империи и составляющих в общей сложности территорию размером 103 599 квадратных километров, объявлялись недействительными, и на эти территории де юре признавались права и титул Республики Армения. К арбитражному решению Вудро Вильсона, как наиболее сильному аргументу армянских прав, я более обстоятельно обращусь позже. Следующий договор по хронологии – это Александропольский договор. Этот договор незаконен и недействителен. Это одна из любимых тем советской историографии, дающая возможность обвинять дашнаков в государственной измене, а большевиков представлять в качестве спасителей нации. Мы сейчас не будем говорить об исторических вопросах. Наша цель – рассмотреть Александропольский договор с точки зрения международного права. Вначале маленькая предыстория. Поскольку большевики не были уверены в том, лишь введя армян в заблуждение и сломив их дух сопротивления, можно будет уничтожить так называемую империалистическую Армению, то параллельно пропаганде предпринимались и другие шаги. Начиная еще с мая-июня 1919 года, когда Семен Буденный встретился с Мустафой Кемалем, большевики, увлеченные жаждой мировой революции, оказывали огромную военную и материальную помощь кемалистам. Однако эти отношения существенно сблизились, когда 24 августа 1920 года было заключено секретное кемалистско-большевистское соглашение. Кстати говоря, в числе подписавших соглашение с турецкой стороны был и военный преступник, бывший военный министр Османской империи Энвер Паша, который был идеологом геноцида армян. То есть, несмотря даже на то, что Кемаль и Энвер на протяжении лет ненавидели друг друга, но в своей борьбе против армян все турки были сплочены. Сразу же после заключения соглашения 24 августа 1920 года большевики выделили кемалистам более 200 килограмм золота, а также огромное количество оружия и боеприпасов. Факты военной помощи – это сравнительно известные факты. Однако мало кто знает, что большевики помогали кемалистам, даже непосредственно воюя в их рядах против так называемых армянских империалистов. И вот ситуации. Будучи покинутой союзниками Британией и Францией, преданной союзнической Россией, внутренне обессиленная и в военном плане разгромленная, делегация Республики Армения прибыла в Александрополь, ныне Гюмри, для начала переговоров с якобы новой, именующей себя революционной Турцией. Итак, во-первых, ни одна из заключивших Александропольский договор сторон не имела на это полномочий. Заключающие договор с армянской стороны уже не являлись властью в Армении, а заключающие со стороны Турции еще не являлись властью. То есть обе стороны действовали с превышением своих полномочий. Довольно часто в качестве даты подписания Александропольского договора указывается 2 декабря 1920 года, однако это неверная дата. Договор был подписан ночью со 2 на 3 декабря, то есть 3 декабря. Точный день и час подписания договора имеет принципиально важное значение, поскольку это непосредственно связано с полномочиями армянской делегации, находившейся в Александрополе, и, соответственно, с правовым статусом этого договора. В связи с тем, что любое действие, в том числе подписание международного документа, которое было выполнено представителем государства за рамками или вне сроков его полномочий, является превышением полномочий, то, соответственно, оно не создает никаких обязывающих последствий для данного государства. Таким образом, исторический факт точной даты подписания Александропольского договора в данном случае перерос в факт правовой важности. Общеизвестно, что еще в конце ноября 1920 года 11-я Красная армия большевиков вошла в Ереван и провозгласила Армянскую Советскую Социалистическую Республику. А официальная же смена власти в Армении произошла с подписанием соответствующего соглашения между законным правительством Республики Армения и полномочным представителем РСФСР Борисом Леграном, которое имело место 2 декабря 1920 года
и вступила в силу в тот же день, 2 декабря в 6 часов вечера. То есть на момент подписания Александропольского договора у армянской делегации уже не было соответствующих полномочий, и он был подписан уже после смены власти в Армении. Во-вторых, кемалисты в свою очередь не представляли еще законную власть в Турции на тот момент. Им не были даны соответствующие полномочия высшим правителям турецкого государства на тот момент, а именно султаном Мехмедом VI. Следует подчеркнуть, что по крайней мере до 1 ноября 1922 года ни международное сообщество, ни сами кемалисты не ставили под сомнение законную власть султана в Турции, его исключительные конституционные полномочия и его правовое верховенство. И в-третьих, этот договор не был ратифицирован и не вступил в законную силу. Следующий договор по очереди – это Московский договор. Этот договор незаконен и недействителен, несмотря даже на то, что и российские, и турецкие власти считают договор действительным. Как записано в преамбуле Московского договора, он заключен между правительством РСФСР и правительством Великого национального собрания Турции. Поскольку статус любого договора является производным от правового статуса заключающих его сторон, следовательно, в первую очередь необходимо прояснить статус каждого из сторон этого договора по состоянию на 16 марта 1921 года. Итак, Статус РСФСР в 1921 году. В момент заключения договора такого признанного государства под названием Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика не существовало, а следовательно не существовало и такого субъекта международного права. Это означает, что такое правительство не имело полномочий заключать какой бы то ни было международный договор. Законное международное признание РСФСР уже в качестве СССР началось лишь 1 февраля 1924 года с признания Великобритании. А все так называемые признания, имевшие место до 1924 года, не порождали каких-либо юридических последствий, поскольку в свою очередь исходили от непризнанных стран или правящих режимов. Чтобы признание государства считалось законным, оно должно было быть совершено в свою очередь законно признанным субъектом международного права. К примеру, в 1920 году советское правительство признало страны Балтии, однако это признание не было принято союзными силами на том основании, что советское правительство, в свою очередь, не является законопризнанным. Подобный подход подтверждается также соответствующими судебными решениями. Так, в судебном деле от 1923 года РСФСР против Сибрарио суд США отказал советскому правительству в принятии иска на том основании, что оно не является признанным. Подобное решение на том же основании вынес и Верховный суд Швеции в судебном деле от 1921 года советское правительство против Эриксона. Вышеуказанные, а также десятки других судебных вердиктов и правительственных решений подтверждают тот принцип международного права, что с юридической точки зрения правительства без признания не существуют, а следовательно не могут развертывать какую-либо юридическую деятельность, такую как заключение договоров, присвоение или лишение гражданства, участие в судебном процессе и так далее. Б. Теперь же обратимся к статусу другой стороны Московского договора Великого национального собрания Турции в 1921 году. По существу все сказанное выше о советской власти и правительстве полностью относится и к так называемому правительству Великого национального собрания Турции, от имени которого турецкая сторона подписывала Московский договор. Примечательно, что даже сами кемалисты не стремились, чтобы их считали полномочными представителями Турции, при наличии действительно законных властей в Турции. Так кемалисты заключали договора не от имени Турции или правительства Турции, а от имени некой структуры, называемой Великим национальным собранием Турции. А это Великое национальное собрание Турции по своему статусу являлось всего-навсего общественной организацией, и в ней были объединены бывшие депутаты, отставные военные и чиновники. Подобные организации, объединяющие бывших чиновников, были и есть в различных странах мира, в том числе и в Армении, однако ни одна из них не имеет права заключать межгосударственные договора от имени государства. То есть администрация Мустафы Кемаля не имела какой-либо правовой основы представлять турецкое государство в межгосударственных отношениях.
не подлежит сомнению, что по меньшей мере до ноября 1922 года, то есть до отбытия султана Мехмеда VI из Турции, именно правительству последнего были предоставлены полномочия вступать в международные отношения, и только султан мог поручить какому-либо лицу действовать от имени страны. Более того, вообще движение кемалистов начиналось и протекало с ущемлением Османской конституции и нарушениями международного права, которое проявлялось в виде их восстания против законной власти страны, султана-халифа, и нарушениями заключенного Мудрского перемирия от 30 октября 1918 года. В 1921 году Мустафа Кемаль был всего-навсего уголовным преступником, пребывавшим в бегах. И по этой причине еще в апреле 1920 года фетвой высшего духовного иерарха Османской империи, шейх Уль-Ислама, Мустафа Кемаль был приговорен к смерти. В мае того же года вердикт о смертном приговоре в отношении него вынес также и турецкий военный трибунал, и этот приговор был утвержден султаном. Кроме того, часть Московского договора, относящаяся к Армении, является еще одним нарушением международного права, поскольку договоры могут касаться исключительно сторон, подписавших договор, и не создают и не могут создавать каких-либо обязанностей либо прав для третьей стороны, не являющейся стороной договора. Таким образом, в соответствии с вышеизложенным, Московский договор а. незаконен и недействителен, б. он не мог заключать в себе каких-либо обязательств для Республики Армения, а тем более определять армяно-турецкую границу или передавать Азербайджану Нахичеванскую область под так называемый протекторат, поскольку Московский договор был заключен с открытым попранием нескольких обязательных и не подлежащих кассации концепций международного права, действующих на протяжении веков. А согласно статье 53 Венской конвенции о праве международных договоров, договор является ничтожным, если в момент заключения он противоречит императивной норме общего международного права. Следующий документ по хронологии – это Карский договор. Этот договор незаконен и недействителен. При том, что Карский договор незаконен и недействителен, он имеет очень важное значение для понимания с целью избежания различных манипуляций. Из-за некоторого недопонимания и фальсификаций, длящихся десятилетиями, сегодня царит ошибочная точка зрения, что, мол, Карский договор определяет так называемую армяно-турецкую границу. Рассмотрение этого документа с точки зрения международного права, безусловно, свидетельствует о том, что он никогда не имел юридической силы и, следовательно, не создает обязательств для сторон, его заключивших. Так, для легитимности и законности договора необходимо, чтобы каждая из сторон, заключивших его, являлась субъектом международного права, то есть была представлена полномочным представителем законного правительства международно признанного государства. Карский договор недействителен, поскольку ни одна из сторон, заключивших договор, не являлась субъектом международного права. Говоря об Александропольском и Московском договорах, я уже упомянул статус кемалистов. Теперь обратимся к правовому статусу Армянской ССР, которая являлась одной из сторон, заключивших договор с кемалистами. Итак, существование Армянской ССР, как следствие ее правовой статус, разделяются на два временных этапа. Первое – это с 2 декабря 1920 года по 30 декабря 1922 года, этап особого, но вовсе не независимого существования территории, называемой Армянской ССР. И второе, с 30 декабря 1922 года по 21 сентября 1991 года, этап существования административно-территориальной единицы под названием Армянская ССР в составе Союза Советских Социалистических Республик. Международное право предельно четко в вопросе государственности. В частности, первая статья Конвенции о правах и обязанностях государств от 1933 года, заключенной в Монтевидео, Уругвае, закрепляет 4 признака государства как субъекта международного права. Первое – постоянное население. Второе – определенная территория. Третье – собственное правительство. И четвертое – способность вступления в отношения с другими государствами. Последний признак считается важнейшим. Армянская ССР, как и все остальные советские республики, за исключением РСФСР,
никогда не являлись субъектами международного права, поскольку не отвечала ни одному из вышеуказанных 4 критериев государственности, закрепленных в вышеуказанной конвенции Монтевидео. А именно, проживающие в Армянской ССР граждане являлись исключительно гражданами СССР, а не гражданами Армении или Армянской ССР. Занимаемая ею территория считалась исключительно территорией СССР, то есть Армянская ССР являлась всего лишь административно-территориальной единицей в составе единого государства под названием СССР, подобно нынешним субъектам Федерации в составе Российской Федерации, например. Руководство Армянской ССР представляло из себя подразделение правительства СССР с главным центром в Москве, не имела возможности вступать в отношения с иностранными государствами, поскольку у нее не было чрезвычайных и полномочных послов, аккредитованных на территории этой страны. Проще говоря, она никогда не имела посольства, никогда ни один посол не был аккредитован от имени Армянской ССР. Таким образом, бесспорно, Советская Армения никогда не являлась субъектом международного права, она никогда не была признана со стороны какого-либо иного государства международного права, никогда не могла вступать в отношения с другими государствами. Хочу подчеркнуть, что речь идет не просто о голословном заявлении о праве на межгосударственные отношения, а о реальной способности вступления в дипломатические отношения. То есть об открытии и развертывании функционирования посольств в других странах, а также иностранных посольств в собственной стране. Даже поверхностное рассмотрение вопроса делает очевидным тот факт, что с точки зрения международного права никогда не существовало государства под названием Армянская ССР, а следовательно не существовало и подобного субъекта международного права. Признание государства другим государством имеет решающее значение в деле состоятельности государства. Армянская ССР никогда не была признана в качестве независимого государства полномочными властями какого-либо другого законно признанного государства, ни на каком этапе своего существования. А с правовой точки зрения, без такого признания не существует правительства соответствующих государств, и, следовательно, такие государства не могут развертывать какую-либо правовую деятельность. Заключение договоров, присвоение или лишение гражданства, участие в судебных процессах и так далее. Это важно, поскольку от правового статуса государства либо структуры зависят полномочия лиц, подписавших Карский договор от имени Армении. Общеизвестный факт, что законные власти Республики Армения, оказавшись в безвыходном положении вследствие большевистско-турецких совместных военных действий, были вынуждены выбрать меньшее из зол и заключить соглашение о передаче власти с полномочным представителем РСФСР, который выступал с полномочиями Центрального комитета Российской коммунистической партии, представляя правительство Советской России. Бесспорный исторический факт также, что Республика Армения была оккупирована вследствие большевистско-кемалистских действий, предусмотренных военным договором, заключенным 24 августа 1920 года, и этой совместной силой к власти в Армении был приведен неприкрыто марионеточный режим. В этом смысле международное право однозначно. Какой-либо договор, заключенный между агрессором и марионеточным правительством, приведенным им к власти, или уступка какой-либо части территории страны во время оккупации, являются не имеющими правовых последствий. Таким образом, с точки зрения международного права, здесь важно то, что группа людей, приведенных к власти в Армении, выступающая под именем Армянского революционного комитета, являлась режимом, насажденным иностранным и к тому же незаконным правительством. Полномочия представителей режима, подписавшего Карский договор, базировались не на воле законной власти, а на воле политического руководства, оккупировавшей страну иностранной армии, и осуществлялись под ее давлением. Обобщая все по Карскому договору, констатируем: в 1920-1924 годах Армения имела статус оккупированной территории, а с 1924 года, начиная с признания СССР международным сообществом и вплоть до его кончины в 1991 году, статус аннексированной территории. Следовательно, с точки зрения международного права, Армянская ССР изначально не имела какой-либо способности и правомочности осуществлять межгосударственные отношения, и в частности полномочий заключать какие-либо международные договоры. Республика Армения сегодня является одним из государств, преемствующих Советскому Союзу в политико-историческом смысле,
в договорном аспекте не является его правопреемником. То есть Республика Армения не является правопреемником Московского и Карского договоров. И переходим к последнему по хронологии договору, Лозаннскому договору. Лозаннский договор является законным и действительным. Но прежде всего я скажу об одном очень распространенном заблуждении в отношении того, что, мол, с заключением Лозаннского мирного договора Северский мирный договор якобы стал недействительным. Кстати, это заблуждение также касается статей Википедии, и это прямо свидетельствует о том, что Википедия не может являться надежным источником информации для понимания международного права. Итак, какой-либо договор или международное обязательство в условиях заключения нового договора сами по себе недействительными не становятся. Договор становится недействительным не иначе, как объявлением его недействительным. Причем договор может быть объявлен недействительным исключительно согласием всех, то есть, повторяю, всех сторон, являющихся частью предыдущего договора, с четким объявлением об этом и закреплением данной действительности в следующем договоре. Так вот, Лозаннский договор не объявлял недействительным Северский договор. В Лозаннском договоре вообще нет упоминания о Севере. Согласно международному праву, государства, заключившие договор, следующим договором правомочны подвергнуть пересмотру положения предыдущего договора. Однако измененные или нововведенные положения имеют юридическую силу исключительно для стран, подписавших новый договор, а для остальных же продолжает оставаться в силе положения предыдущего договора. Это четко закреплено в статьях 39, 40 и 41 Венской конвенции о праве международных договоров. Так, Северский мирный договор подписали в том числе страны, которые не подписали Лозаннский мирный договор. И именно для стран, не участвовавших в Лозанне, юридически законным является и остается именно Северский мирный договор, а не Лозаннский договор, который их не касается и в котором они не участвовали. А для стран, подписавших Лозаннский договор, в свою очередь, юридически действительными остаются, помимо прочего, те положения Северского договора, которые не изменились в Лозаннском договоре. Далее, это принципиально важный момент. Лозанна не только не отменяла армянские права на территории Западной Армении, но согласно 16 статье Лозаннского договора даже переподтвердила их. Поясню. Лозаннский договор определяет турецко-болгарскую, турецко-греческую, турецко-сирийскую, турецко-иракскую границы. И в соответствии с этим уточняет и определяет территории, принадлежащие Турции исключительно в этих частях страны. При этом статья 16 Лозаннского договора объявляет, что Турция отказывается от всех прав и титула на те территории, на которые по Лозаннскому договору не признавался суверенитет Турции. То есть, Лозаннский мирный договор, согласно указанной статье, не распространяется на территории армяно-турецкой границы. В связи с тем, что армяно-турецкая граница уже была определена арбитражным решением президента США Вудро Вильсона от 22 ноября 1920 года, а Турция, согласно вышеуказанной нормы, отказывается от соответствующих территорий Западной Армении, то, следовательно, Турция еще раз подтвердила то, что территории Западной Армении – это территории Республики Армения. Остановимся на этом договоре более детально, после чего перейдем к самому главному документу, определяющему армяно-турецкую границу. Итак, 24 июля 1923 года был заключен Лозаннский договор. Этим договором Кемаль Ататюрк по существу сделал то же самое, что годы спустя должен был сделать Адольф Гитлер. Подверг пересмотру некоторые итоги Первой мировой войны. Но при этом значение Лозаннского договора переоценивается. Он не подверг изменению все итоги Первой мировой войны, даже по части Турции, а лишь пересмотрел ряд положений Северского мирного договора с некоторыми странами, подписавшими Лозаннский договор. Несмотря на то, что Республика Армения не являлась участником Лозаннского договора и стала быть последний не относится к Армении напрямую, однако этот договор тесно соприкасается с армянским народом. Поэтому рассмотрим Лозаннский договор и его правовые взаимоотношения с Северским договором, согласно международному праву. С юридической точки зрения, Северский и Лозаннский договоры – это два разных документа.
причем разных не только по кругу участников и спектру вопросов, но и самое важное – по сущности и целям. Северский договор относится к Первой мировой войне, а Лозаннский договор к военным действиям, происходившим в 1919-1922 годах. Так, если первичной целью Северского договора было официально положить конец Первой мировой войне между главными союзными силами и присоединившимися к ним государствами, с одной стороны, а Турции с другой стороны, и ее замена на прочный, справедливый и длительный мир, то целью Лозаннского договора было всего лишь завершение состояния войны между сторонами. Другое дело, что Лозаннский договор подверг пересмотру некоторые положения, касающиеся ряда стран, прямо либо косвенно участвовавших в военных действиях этого временного периода. Международное право не запрещает заключение нового договора с заменой положений договора, заключенного в прошлом, либо модификации многостороннего договора от имени двух и более сторон, составляющих часть договора. Однако, безусловно и однозначно то, что новый договор, как, впрочем, и любой, может касаться исключительно сторон, составляющих часть этого договора, а модификации договора могут касаться только их участников и не имеют какого-либо отношения и влияния на права и обязательства третьих стран, не составляющих часть этого договора. Еще с середины XIX века международное право прорабатывало четкую установку. Никакое изменение договора либо модификация не могут быть юридически достоверными без участия всех сторон предыдущего договора. Декларация, прилагаемая к первому протоколу Лондонской конференции от 13 марта 1871 года и с участием 7 стран, включая Турцию, однозначно провозглашает: существенный принцип права наций состоит в том, что ни одна страна не может избавить себя от обязательств по договору и не вправе изменять его условия без благосклонного согласия всех участников. Таким образом, Республика Армения не принимала участие в Лозаннской конференции и не подписывала данный договор вследствие большевистско-турецкой оккупации. Поэтому Лозаннский договор не создавал и не создает каких-либо правовых последствий и обязательств для Республики Армения. Но главное даже не это. Главное это заблуждение, что Лозаннский договор якобы отменил или заменил Северский договор. Это совершенно необоснованная точка зрения, не выдерживающая никакой критики. В Венской конвенции о праве международных договоров закреплена процедура, действующая в международном праве на протяжении столетий в отношении прекращения либо расторжения договоров. В частности, второй пункт статьи 59 Конвенции определяет: действие предыдущего договора считается лишь приостановленным, если из последующего договора вытекает или иным образом установлено, что таково было намерение участников. Проще говоря, договор может быть отменен не иначе, как всеми сторонами, заключившими договор, и однозначным заявлением об этом. Один из существенных принципов международного права состоит в том, что ни одно государство не может быть освобождено от обязательств по договору, а также не может изменять его условия без четкого согласия на это всех других договаривающихся сторон. Приведу один простой, но показательный пример. По Мюнхенскому соглашению 1938 года Судетская область переходила от Чехословакии к Германии. После Второй мировой войны Судетская область была возвращена Чехословакии. Однако, несмотря на многочисленные и разнородные договоры, заключенные побежденной Германией, Мюнхенский договор не был отменен и, следовательно, оставался в силе. И лишь в декабре 1973 года Западная Германия, как правопреемница Третьего рейха, заключила договор с Чехословакией, по которому стороны отменили договор, заключенный ими в 1938 году. И несмотря на то, что мы сегодня не можем говорить о Северском мирном договоре как об имеющем силу, поскольку из-за незавершенности процесса его ратификации он изначально не вступил в силу. Но тем не менее ошибочно также утверждение о том, что Лозаннский договор отменял Северский договор. Лозанна не могла этого сделать, поскольку указанный договор и по своему характеру, и по кругу подписантов существенно отличается от Северского договора. То есть Северский договор сегодня это подлинный документ международного права, который был заключен посредством соответствующих переговоров и подписан согласно законным процедурам. Однако он не вступил в силу. Например, представим невозможное. Если сегодня все страны, подписавшие Северский договор, ратифицируют его, он вступит в законную силу.
Здесь необходимо подчеркнуть, что несовершенность Северского договора, так в международном праве называются нератифицированные договоры, не нарушает прав Республики Армения, поскольку обязательства Турции по отношению к Республике Армения вытекают не из Северского договора, а от производного этого договора арбитражного решения президента США Вудро Вильсона от 22 ноября 1920 года, которое вступило в законную силу с момента его принятия и подписания. И несмотря на то, что в Лозаннском договоре нет какого-либо упоминания об Армении и армянах, однако, как я уже отмечал выше, он касается и армян тоже, в вопросе юридического оформления территории Турецкой Республики. Итак, 16 статья Лозаннского договора провозглашает: этим Турция отказывается от титула и всех своих прав в отношении всех тех территорий и островов, которые лежат вне границ, изложенных в данном договоре, кроме тех, по отношению к которым данным договором был признан ее суверенитет. Будущее этих территорий и островов регулируется либо будет урегулировано заинтересованными сторонами. То есть, поскольку Лозаннский договор уточняет границу Турции с Болгарией, Грецией, Сирией и Ираком, то, следовательно, Лозаннским договором признаются турецкие права и титул исключительно на указанные территории. Повторюсь, Лозаннский договор не обращался к армяно-турецкой границе. Причина в том, что она к тому времени уже раз и навсегда была определена неподлежащим кассации и обязательным для исполнения арбитражным решением президента США Вудро Вильсона от 22 ноября 1920 года. Более того, второй абзац 16 статьи Лозаннского договора подтверждает эту действительность. Положения данной статьи не наносят ущерба тем особым договоренностям, вытекающим из добрососедских отношений, которые были или могут быть заключены между Турцией и какой-либо из соседних стран. Нужно обратить внимание на то важное обстоятельство, что этот пункт говорит не об уточняющем границу договора или соглашения, а об особых договоренностях, к числу которых принадлежит также и арбитражное решение. Таким образом, 16 статья Лозаннского договора подтверждает отказ Турции от всех тех территорий, которые передавались Республике Армения по арбитражному решению президента США Вудро Вильсона. Обобщая вышеизложенное, Брест-Литовский, Александропольский, Московский и Карский договора незаконны и недействительны. Северский мирный договор и Лозаннский мирный договор законны и действительны. При этом Северский договор и Лозаннский договор – это два разных юридических документа. Лозаннский договор не отменял Северский договор и не мог его отменить, поскольку в нем не представлены все те стороны, которые подписывали Северский мирный договор. В Лозаннском договоре не затронут весь круг вопросов, затронутый в Северском договоре. И Лозаннский договор еще раз подтвердил отказ Турции от титула и прав на территории, передаваемой Республике Армения по арбитражному решению президента США Вудро Вильсона от 22 ноября 1920 года. Теперь, собственно, поговорим о важнейшем документе, которое касается армяно-турецкой границы, арбитражном решении президента США Вудро Вильсона от 22 ноября 1920 года, прямо вытекающем из Северского мирного договора. Странным является то, что о важнейшем документе новейшей армянской истории, которым закреплены права Республики Армения и ее границы с Турцией, знает относительно небольшая численность людей. Итак, полное название документа следующее. Решение президента Соединенных Штатов Америки о границе между Турцией и Арменией, выходе Армении к морю и демилитаризации турецкой территории, прилегающей к армянской границе. Рассмотрим хронологию принятия указанного арбитражного решения. 19 января 1920 года Верховный Совет союзных сил в Первой мировой войне в конце концов признал независимость Республики Армения с тем условием, что границы новосозданного государства будут определены позже. В свою очередь, США признали независимость Армении 23 апреля 1920 года. Уже 25-27 апреля 1920 года Верховный Совет союзников и союзнических сил, состоявший из представителей, в частности, Великобритании, Франции, Италии и Японии, во время конференции в Сан-Ремо
принял решение обратиться к президенту США с двумя независимыми друг от друга просьбами. Первое – принять мандат на Армению. И второе – арбитражным решением определить границу между Арменией и Турцией. Эта же просьба в виде 89-й статьи была также включена в Северский мирный договор, вследствие чего уже и от имени Армении, Турции, а также всех остальных стран, подписавших договор, направлена президенту США. Первая просьба, то есть мандат на Армению, был отклонен Сенатом США 1 июня 1920 года. Однако на вторую просьбу американцы ответили положительно, и еще 17 мая 1920 года госсекретарь США через американского посла во Франции уведомил союзников, что президент согласился действовать в качестве арбитра. Далее. Для осуществления этой задачи уже в середине июля госсекретариат США во главе с профессором Уильямом Уэстерманом создал группу экспертов, которая называлась Арбитражная комиссия по границе между Арменией и Турцией. После того, как 10 августа 1920 года в Севре был подписан мирный договор, указанная комиссия официально начала свою работу. Следует отметить, что Северский договор актуален тем, что в этот договор в качестве 89-й статьи включена соответствующая заявка на международный арбитраж. Нужно также указать, что статус указанной заявки совершенно не связан со статусом настоящего договора и с его ратификацией. Так, когда 18 октября 1920 года госсекретариат США получил подписанный со всеми сторонами вариант Северского мирного договора, то это было вполне достаточным основанием для президента США принять свое арбитражное решение. То есть президент США, уполномоченные органы, госсекретариат, Министерство обороны, администрация президента и соответствующая рабочая группа под руководством профессора Уэстермана тщательно изучили указанную заявку и утвердили арбитражное решение. Вудро Вильсон подписал арбитражное решение и приложение к нему 22 ноября 1920 года. Этот пакет документов, составляющий единое целое, состоящий из 241 страницы, из которых само арбитражное решение составляет 89 страниц и еще 10 дополнений и приложений к нему 152 страницы. 6 декабря 1920 года арбитражное решение было официально передано в Верховный Совет Союзных сил в Париже посольством США. Теперь о сути этого решения. Согласно арбитражному решению, титулы и права Республики Армения признавались в отношении провинций Ван, Битлис, Эрзрум и Трапезунд бывшей Османской империи, что в общей сложности составляло 103 599 квадратных километров. Арбитражное решение вступило в силу незамедлительно. Соответствующие структуры США напечатали также подробные рабочие карты указанных территорий. Хочу заметить, что указанная территория была вдвое меньше той территории, на которой признавался армянский титул по статье 24 Мудросского перемирия от 30 октября 1918 года. И это существенное сокращение территории было обусловлено тем обстоятельством, что были выявлены огромные человеческие потери армян вследствие геноцида. То есть армяне требуют от Турции деоккупации лишь тех армянских территорий, которые принадлежат армянам согласно норм международного права, а не просто потому, что это армянские исторические земли. Теперь о статусе арбитражного решения. Арбитражное решение президента США Вудро Вильсона однозначно соответствует международно признанным стандартам арбитражных решений. Арбитражные решения не имеют временных ограничений достоверности. Достоверность арбитражного решения не зависит от будущей судьбы решения, а отказ одной из сторон привести в исполнение арбитраж не влияет на достоверность арбитражного решения. Стороны, соглашаясь передать спор на арбитраж, тем самым заранее дают свое согласие признать любое решение арбитра обязательным для исполнения. Международное право, в частности Гаагская конвенция, в которой обобщен и закреплен статус арбитражных решений, вовсе не предусматривает отмены таких решений. Арбитражные решения являются документами окончательными, не подлежащими кассации и обязательными для исполнения. Британская империя, Франция и Италия, выступив от имени союзных сил в апреле 1920 года, обратившись к президенту США с иском на принятие арбитражного решения, тем самым обязались принять это решение безоговорочно, незамедлительно и без каких-либо предусловий.
То есть, обращаясь к президенту США, ни тройка союзных сил в своей официальной ноте, ни остальные страны, подписавшие Северский договор, не обуславливали принятие арбитражного решения какими-либо обстоятельствами и обязывались по статье 89 Северского договора принять арбитражное решение незамедлительно. По статье 90 Северского договора Турция дополнительно подтвердила, что начиная со дня принятия арбитражного решения, Турция отказывается от всех своих прав и титула в отношении передаваемой Армении территории. 24 июля 1923 года по Лозаннскому договору Турция подтвердила свою позицию по отказу от всех прав и титула в отношении территорий, передающихся Республике Армения по арбитражному решению президента США. Указанное арбитражное решение – это действительный и обязательный для исполнения документ для всех государств, участвовавших в процессе принятия арбитражного решения, и их правопреемников. Арбитражное решение обязательно, в первую очередь для США, как для арбитра, и не только потому, что оно было принято президентом США, но и потому, что под решением стоит не президентская печать, а именно большая печать Соединенных Штатов Америки. Таким образом, арбитражным решением Вудро Вильсона от 22 ноября 1920 года вопрос границы между Арменией и Турцией получил свое окончательное решение, и армяно-турецкая межгосударственная граница была закреплена раз и навсегда, поскольку согласно статье 81 Гаагской конвенции о мирном разрешении международных споров от 1899-1907 годов, арбитражное решение, провозглашенное должным образом и доведенное до сведения представителей стороны, разрешает спор окончательно и без обжалования. Друзья, нет другой границы, основанной на столь прочном юридическом фундаменте, как де-юре граница между Арменией и Турцией. Итак, что же мы имеем сегодня? Турция сегодня не выполняет обязательства, взятые на себя по арбитражному решению, следствием чего стали международное противостояние и спор. Несмотря на длительную оккупацию Турцией территории Вильсоновской Армении, ей не принадлежит правовой титул на данную территорию. С 22 ноября 1920 года и по сей день власть Турции на этих территориях – это не более чем простой административный контроль. Такой же самый, как и контроль Турции территории северной части Кипра. И даже то, что Турция провозгласила на Кипре Турецкую республику Северного Кипра, не означает, что эта территория перестала быть территорией Республики Кипр, оккупированной Турцией. Следовательно, присутствие Турецкой республики и все ее действия на территории Вильсоновской Армении незаконны и недействительны, потому что военная оккупация не может привести к законному праву владения территорией. Нас спрашивают, зачем вам эти территории? Ну, во-первых, это наше право решить, как их использовать. То есть армян, проживающих и в Армении, и в диаспоре, говорящих на разных языках, принадлежащих к любой церкви, или армян-мусульман, богатых и бедных, атеистов. То есть право всего армянского народа. Захотим – продадим, захотим – сдадим в аренду, захотим – подарим Исландии. Это наше право решить. И каким бы ни было это решение, но это территория Республики Армения. Но при всем этом очевидно, что реализация арбитражного решения не может не учитывать политических и демографических реалий сегодняшнего дня. В связи с этим возникает вопрос, как его реализовать сегодня? Я, конечно же, уверен, что Турция не согласится добровольно без военных действий вернуть Армении контроль над территориями Вильсоновской Армении. Соответственно, необходимо найти такую формулу, приемлемую и для Армении, и для Турции, которая получит одобрение стран-участников арбитражного решения, будет учитывать интересы мировых силовых центров и будет закрепленной согласно международного права. Кроме того, эта формула должна быть такой, чтобы нейтрализовать беспокойство армянской стороны относительно ее безопасности, но вместе с тем предоставляла бы возможность продолжительного и прогрессирующего развития экономики Армении, а также гарантировала сохранение армянских культурных ценностей. Одновременно с этим решение вопроса должно дать турецкой стороне возможность раз и навсегда понять, что предлагаемое решение вопроса является достойным выходом из ситуации для обеих сторон. В частности, величайшая сложность решения территориальной составляющей армянского вопроса заключается в наличии миллионов курдов и турок, проживающих на территории Вильсоновской Армении, при полнейшем отсутствии армянства на этих территориях.
и установление прямого и безоговорочного суверенитета Республики Армения на этой территории, то есть назовем это прямым присоединением земель к Армении, может подорвать армянскую сущность Армении и на первых же общегосударственных выборах положить конец ее существованию в качестве национального государства. Поскольку в настоящее время в Армении проживает примерно вдвое меньше людей, вдвое, а то и втрое меньше людей, то есть граждан, имеющих право голоса, чем на территории Вильсоновской Армении. Геноцид, войны и бездарное правление отечественных властей в этом смысле сделали свое дело. Следовательно, необходимо в рамках международного права найти такую формулу сочетания де-юре правообладания Республики Армения и де-факто владения Турции вышеуказанной территорией, при которой Армения восстановит значительную часть своих прав в Вильсоновской Армении, однако будет избавлена от сдачи своей политической судьбы курдам и туркам. Итак, одно из возможных решений – это аренда территории. Турция, как распорядитель территории Вильсоновской Армении, арендует эту территорию у ее правообладателя, Армении, на длительный срок. Это подразумевает в частности следующее. Турция на основе двустороннего договора, предусматривающего международные гарантии, на основе разумной платы арендует у Армении территорию Вильсоновской Армении. Этот договор и приложенные к нему соглашения закрепят права и обязанности сторон, а также форму участия и объем вовлеченности международных структур и заинтересованных государств на территории, которая является предметом обсуждения. Размер арендной платы, форма и периодичность ее оплаты будут определяться соответствующим соглашением. Граждане Турции и Армении, независимо от места жительства, сохраняют свое прежнее гражданство, пользуются всеми правами, вытекающими из этого гражданства, и выполняют свои гражданские обязанности. Все граждане обеих стран получают право свободного перемещения, грузоперевозок, а также свободное и беспрепятственное право жительства и осуществления экономической деятельности на указанных территориях. Предусматривается свободное движение капитала. Предприятия и частные лица, осуществляющие деятельность на этой территории, платят налоги по месту их регистрации в размерах, установленных законодательством. Все люди, проживающие сегодня на этих территориях, продолжают проживать здесь и дальше. Предусматриваются беспрепятственные и бесплатные транзитные перевозки. Доходы, полученные от транзитных перевозок третьих стран, включая из нефтепроводов и газопроводов, будут направлены на развитие и благоустройство местных инфраструктур, а именно дороги, железнодорожные сообщения, общественные территории общего пользования и так далее. Территория демилитаризируется, то есть из нее выводятся все виды наступательных вооружений. На территории дистанцируются международные военные и гражданские наблюдательные и консультативные миссии. Контроль в случае необходимости защиту территории осуществляют международные миротворческие силы, наделенные соответствующими полномочиями и действующие под эгидой Совета Безопасности ООН. Порядок и безопасность в общинах охраняет муниципальная полиция, а в случае необходимости соответствующие войска. Предметом отдельного обсуждения и решения должен стать вопрос статуса Карской области, южной части области Батуми и уезда Сурмалу. Над этими территориями, которые составляют территорию 26 241 квадратный километр, в отличие от Вильсоновской Армении, должен быть установлен прямой суверенитет Республики Армения. Тем не менее, может возникнуть закономерный вопрос, почему Турция должна пойти на это? Потому что это выгодно в первую очередь самой Турции. Решение указанных вопросов для Турции – это необходимость. Без действительного решения этого вопроса, а не создания иллюзий решения, Турция на сегодняшний день не может достичь своих основных целей – стать членом Евросоюза и считаться региональной супердержавой. Несмотря на все усилия, корабль турецкой государственности не может выйти в большое плавание. Нерешенный армянский вопрос, наподобие маленького подводного рифа, постоянно мешает и будет мешать движению турецкого корабля. Короче говоря, для достижения региональной стабильности и процветания между Арменией и Турцией необходимо поместить нечто вроде осколка Евросоюза. Территорию, которая вместо разделения объединит две страны и народа. Территорию, где обе страны будут иметь определенные и закрепленные за ними права и обязанности. Итак, не отрицая политической необходимости максимально широкого признания геноцида армян, следует отметить, что с правовой точки зрения, а именно с точки зрения восстановления земельных прав армян, вопрос признания геноцида армян отнюдь не является предусловием.
Территориальные права Республики Армения признаны независимо от факта геноцида. Мы не требуем от Турции турецких земель, мы требуем, чтобы Турция прекратила незаконную оккупацию территории Республики Армения. Эта территория определена не историей, а соответствующим по отношению к территории законным армянским титулом. Так, провинции Ван, Битлис, Эрзрум, Трапезон, бывшей Османской империи, де юре принадлежат Республике Армения. И не потому, что они являются историческими армянскими землями, или из-за геноцида армян, а потому что они до сегодняшнего дня, вне зависимости от их силового захвата со стороны Турции в 1920 году, носят правовой титул Республики Армения. Это титул, который в апреле 1920 года был признан верховными силами, союзными силами в Первой мировой войне. Большой печатью США и подписью президента США Вудро Вильсона был утвержден и набрал законную силу 22 ноября 1920 года. И, наконец, еще раз был подтвержден 16 статьей Лозаннского договора от 24 июля 1923 года. Кстати, касательно взаимоотношений США и Турции. 6 августа 1923 года в Лозанне был подписан двусторонний договор о нормализации отношений. Однако, согласно американской конституции, он мог вступить в силу только после одобрения Сенатом. В декабре 1926 года вышеупомянутый договор был направлен в американский Сенат. Осознавая огромные экономические выводы для США в Турции, Сенат, тем не менее, 18 апреля 1927 года отклонил представленный к одобрению вышеупомянутый договор, не отступив от территориальных прав Республики Армения. Дело в том, что договор 1923 года содержал в себе такие расплывчатые формулировки, которые при желании можно было истолковать как отказ от арбитражного решения президента США Вудро Вильсона. То есть еще в начале 1927 года власти США поставили цель установить дипломатические отношения с Турцией, однако уже тогда американский Сенат был против этого. А я напомню, что это был 1927 год, уже де-факто не было Республики Армения, и никто не мог знать, воскреснет ли когда-нибудь вновь армянская государственность или нет. Однако американские законодатели решили окончательно не захлопывать эту дверь армянского народа. Стоит отметить, что благодаря этому голосованию в Сенате мы и сегодня имеем внушительный политико-юридический рычаг, в случае искусственного использования которого можно не только деблокировать Армению, но и обеспечить серьезные гарантии безопасности для страны. Итак, после отклонения договора с Сенатом, американцы, как деловые люди, сориентировались и в этом же 1927 году путем обмена нотами восстановили дипотношения с Турцией. Разумеется, не повредив при этом территориальных прав Республики Армения. Эти ноты служили исключительно их насущной цели, следовательно, были свободны от витиеватых и двусмысленных формулировок. В них говорится следующее. Соединенные Штаты Америки и Турция согласились на основе принципа международного права установить взаимные дипломатические и консульские отношения и по возможности скорее приступить к назначению послов. И все. Ни слова о границах или территориальных правах Армении либо Турции. Далее. Иные материальные права армян. Теперь перейдем ко второй составляющей армянских требований, к материальным возмещениям. Отмечу, что для восстановления общинных и личных имущественных прав армянства вопрос признания геноцида также не является предусловием. Человеческая жизнь – это высшая и исключительная ценность, она бесценна. Естественно говоря, о геноциде армян мы в первую очередь и почти исключительно подчеркиваем человеческие потери армянского народа. При этом изначально должно быть ясно, что материальное возмещение не имеет отношения к так называемой цене крови. В связи с тем, что общий принцип возмещения заключается в восстановлении прежнего состояния, то возмещение должно включать восстановление самых болезненных потерь армянского народа, человеческих. Турецкие власти под контролем международного сообщества и структур должны создать фонд, который будет поощрять многодетность и материально поддерживать многодетные семьи преемников лиц, переживших геноцид армян, вне зависимости от их гражданства. Так, в годы геноцида армянский народ понес также и колоссальные материальные потери. Бесспорно, что одной из производных целей геноцида являлось также присвоение личной и коллективной собственности армянского народа. Международное право провозглашает, что преступник не должен воспользоваться плодами своего преступления.
Иными словами, последствия преступления не могут быть признанными или узаконенными. Вопрос прав и собственности армян включает в себя три уровня. Национальный, государственный, общинный, то есть организованных групп, и индивидуальный или частный. Оценка незаконно изъятого у армян имущества – сложная проблема. Несмотря на некоторую проведенную работу, наше представление об этом вопросе все еще очень отрывочно. К примеру, большая часть из 33 тонн золота, переведенных из Османской империи только в Берлинский Рейхсбанк в 1916 году, являлась незаконно конфискованной у армян. До сих пор Турция не раскрывает данные именных указателей армянских счетов и размеры сумм, хранящихся как в различных банках Османской империи, так и в турецких филиалах зарубежных банков. Материальное возмещение, во-первых, должно включать прямые потери Армении и армянского народа. Оно должно также включать издержки по восстановлению армянских памятников и другого наследства армян на территории Турецкой Республики, умышленно разрушенного или поврежденного турецкими властями. Турецкие власти обязаны возвратить также экспонаты, предметы и материалы, являющиеся наследием армянского народа и находящиеся в музеях, архивах и в других коллекциях, их законному хозяину, армянскому народу. Предметом отдельного обсуждения должны стать вопросы о денежных депозитах армян в банках Османской империи, действовавших на ее территории, о захваченном золоте, других ценных металлов и драгоценных камней армян, о выплате сумм страхования жизни, здоровья и имущества армян, возмещение арендных плат за незаконное использование недвижимого имущества, а также земель армянской общины и частных лиц, дома, школы, церкви и так далее, о выплате сумм за незаконное использование труда гражданских и военных лиц армянской национальности в Османской империи, ну и другие вопросы. То есть Армения и армянский народ должны получить полное возмещение за все материальные потери для восстановления прежнего состояния и создания благоприятных материальных условий для нормального и естественного развития. В этом смысле очень важно прояснить, какими в суммарном отношении были потери армянского народа в годы геноцида армян 1915-1923 годов. Возьмем к рассмотрению некоторые официальные документы, в которых были зафиксированы материальные потери армянского народа и закреплено его право на получение возмещения. 11 ноября 1918 года официально вступило в силу перемирие, прекращающее военные действия в Первой мировой войне. 18 января 1919 года в Париже начала работу Парижская мирная конференция, целью которой было подвергнуть всеобъемлющему рассмотрению все вопросы, касающиеся войны, и подготовить соответствующие мирные договоры. К числу важнейших принадлежал вопрос репараций, материальных потерь со стороны стран, виновных в разжигании войны. В соответствии с этим в составе Парижской конференции действовала особая комиссия по вопросу репараций. После 2 месяцев работ стало ясно, что материальные потери понесли не только страны, непосредственно участвовавшие в войне. В связи с этим 7 марта указанная комиссия сформировала отдельный орган, специальный комитет, целью которого было обобщить материальные потери стран и народов, не представленных в комиссии, и дать официальный ход их возмещению. В специальный комитет входили представители от США, Великобритании и Франции. В соответствии с докладом этой комиссии, за период 1914-1919 годов материальные потери армянского народа составили 19 миллиардов 130 миллионов 982 тысячи франков. Это по ценам и денежному курсу 1919 года. При этом здесь необходимо подчеркнуть, что в эту цифру не включены материальные потери армян за период 1920-1923 годов, то есть потери армян на территориях Восточной Армении, Киликии, Смирне и других территориях. Кроме того, здесь не учтено также множество других факторов и потерь армян, в частности неполученная выгода, имевшая место в результате дальнейших преступлений Турции и оккупации Турцией части территории Армении. Таким образом, обязательства по репарациям Турецкой Республики как правопреемницы Османской империи в отношении нынешней Республики Армения как правопреемницы Первой Республики Армения составляют сотни миллиардов долларов США. Следует также учитывать, что Республика Армения никогда не отказывалась от причитающейся ей репарации. В вопросе репараций необходимо выделить одно важное обстоятельство.
временной фактор отнюдь не является основой для уклонения от материальных обязательств. Приведу пример. Финляндия выполнение своих материальных обязательств в отношении США, оставшихся еще с Первой мировой войны, завершила лишь в 1969 году, а в отношении Великобритании только в 1965 году. Нынешняя Российская Федерация до сих пор имеет проблемы в вопросе обязательств царской России. Сама Турецкая Республика, несмотря на огромные уступки, смогла погасить долг Османской империи лишь к июню 1944 года. А страховое общество New York Life объявило об обязательных выплатах потомкам своих вкладчиков 1875-1915 годов лишь в январе 2004 года, и то лишь после длительных судебных разбирательств. Бесспорный факт, что турки, отрицая геноцид армян, признают, что их предки депортировали армянское гражданское население Османской империи. Сохранился действующий закон Османской империи, на основе которого была осуществлена депортация армян. Об этом законе я говорил в соответствующем разделе. Здесь необходимо подчеркнуть, что никакая мотивировка или предлог не освобождает государство, осуществившее депортацию и действовавшее с помощью преступной власти, от ответственности и обязанности выдать пострадавшим равноценную компенсацию. В случае с армянами преступление турецкого государства отягощается еще и тем, что во время депортации государство осуществляло четкую политику по увеличению числа летательных исходов среди ссыльных. Итак, необходимо сделать еще одно уточнение. В вопросе имущества, незаконно изъятого у армян, не действует никаких временных ограничений, поскольку указанное правонарушение имеет продолжающийся характер. Во всех тех случаях, когда имущество было изъято без соответствующей компенсации, то есть с нарушением закона, нынешнее владение им не может являться законным. Далее. Насколько трудно сегодня доказывать право на собственность, уточнять стоимость личного имущества и проследить за понесенными потерями, настолько же легко сделать это в вопросе общинного имущества, поскольку Османская империя была построена по национально-религиозному принципу, и в частности апостольские армяне были включены в одну общину – армяни, то их церкви, монастыри и школы состояли на учете в Константинопольской патриархии Армянской апостольской церкви. До сих пор существуют различные подсчеты, включая справки, представленные армянскими делегациями на Парижском конгрессе в 1919 году. Согласно некоторым подсчетам, в 1913-1914 году только у апостольских армян было 2538 действующих церквей, 451 монастырь и почти 2000 школ. В эти подсчеты не входят духовные учреждения и школы армянской католической и армянской евангельской общин Османской империи, а также имущество армян таких административных единиц, как Карс, Сурмалу и Батуми Российской империи. Таким образом, депортация армянского гражданского населения возлагает на турецкое государство ответственность и обязывает его возместить потери ссыльным либо их потомкам в той же степени, сколько и сам факт геноцида. Права армянской общины Османской империи были закреплены и в действовавшем законодательстве страны, и все дальнейшие незаконные захватнические операции турецкого государства не лишают армянскую общину ее прав. Незаконные конфискации не могут выступать в качестве правовой основы для передачи прав на собственность. Законы и указы Турецкой Республики 1926-1927 годов, направленные на конфискацию имущества религиозных меньшинств, не могут выступать правовой основой, поскольку противоречат международным обязательствам, взятым на себя Турецкой Республикой, и по статьям 38-45 Лозаннского договора. Указанные обязательства не подлежали и не подлежат изменению или игнорированию, поскольку им, согласно статье 37 того же договора, дан статус основного закона. Ну и, наконец, моральная составляющая требований армян. Моральное возмещение должно включать не только прямое признание и однозначное осуждение геноцида армян Турции, но также должна углубляться реализация плана примирения. Турецкие власти должны осуществить для турецкого общества многоэтапные проповеднические и учебно-воспитательные программы, выявляющие историческую действительность.
Таким образом, если Турция видит свое будущее в составе Евросоюза, как она заявляла об этом неоднократно, то она вынуждена принять ценности Евросоюза. В числе прочего, она должна быть готовой к несению ответственности за деяния собственного государства. Государства, правопреемницей которого она является. Она должна вернуть законным владельцам незаконно отнятое имущество, должна прекратить оккупацию территорий других государств, должна прекратить говорить с позиции силы и на языке угроз. И в заключение всей нашей беседы, друзья, значит, у турецкой дипломатии есть несколько характерных черт, о которых всегда нужно помнить. Наиболее выдающаяся черта турецкой дипломатии, если ее можно назвать выдающейся, это последовательное вероломство. Следует знать, что дипломатические традиции Турецкой Республики еще до признания ее независимости были основаны, в частности, на заложничестве и на освобождении военных преступников путем обмена их на заложников. К примеру, в 1919 году кемалисты, нарушив обязательства, взятые государством по Мудросскому перемирию от 30 октября 1918 года, коварным образом взяли в заложники свыше 60 членов британских наблюдательных миссий, в том числе женщин и детей, а также английского полковника сэра Альфреда Роулинсона, отправившегося в Эрзрум на переговоры, а затем всех их обменяли на десятки военных преступников, которые содержались англичанами на Мальте. Поучителен ход переговоров и особенно их исполнение. Несмотря на то, что 16 марта 1921 года британцы и кемалисты подписали соглашение о немедленном освобождении турками британцев, однако последний британец был освобожден только лишь через 6 месяцев, в октябре 1921 года. В то же время, несмотря на предварительную договоренность освободить турок в обмен на 64 британцев, в итоге получилось так, что британцы отпустили всех, да еще и остались должны. Как так получилось? Очень просто. Британцы, согласно договоренности, отпускали соответствующую группу, а турки вероломно не только не выполняли данного ими обещания, но и выдвигали все новые и новые требования. Второй подобный случай имел место с большевиками. Владимир Ленин и Мустафа Кемаль в свое время пытались договориться и во многом договорились. Вместе с тем, Кемаль в соответствии с соглашениями с большевиками даже создал турецкую коммунистическую партию, что являлось одним из требований договора с большевиками. Причем самое интересное то, что создал эту партию из своих же соратников, которые никогда не были коммунистами. А настоящий глава турецкой коммунистической партии Турции Мустафа Субхи, который был доверенным и надежным ставленником большевиков, когда он однажды отплывал в Стамбул на пароходе, вдруг утонул на этом пароходе в проливе Босфор. По некоторым подтвержденным данным, его просто зарезали вместе с товарищами по указанию кемалистов. Так вот, друзья, Турция и сегодня не изменилась. Все уступки Армении необратимы, а обязательства Турции условны. Поэтому, когда сегодня говорится о нормализации или урегулировании армяно-турецких отношений, то следует учитывать следующее. Не может быть урегулирования без восстановления справедливости. Не может быть искреннего диалога без возвращения к насущным проблемам. Игнорирование врачом наличия болезни и причин ее возникновения не свидетельствует об отсутствии болезни. Закрепление последствий преступления, совершенного против человечности, не является урегулированием. Результат, добытый выкручиванием рук, обманом и манипуляциями, финансовым заинтересовыванием кого-либо или просто откровенным подкупом, это не урегулирование. Армяно-турецкое урегулирование, как минимум, должно включать в себя, если не комплексное решение имеющихся проблем, то, по крайней мере, стремление к их решению. Проблемы между армянами и турками, так же как и между Арменией и Турцией, имеют три составляющие – территориальную, материальную и нравственную. Без их решения говорить об урегулировании отношений как минимум нелогично. Следовательно, публичное отрицание геноцида Турции сегодня является попыткой оправдания преступления и, по сути, поощрением преступления. Это уже не просто соучастие в преступлении, но и в свою очередь само является преступлением.
В связи с этим нужно понимать, что признание, осуждение и криминализация отрицания геноцида армян – это шаги, непосредственно направленные на устранение последствий геноцида армян. И, наконец, хочу сказать следующее. Я многое сказал о международном праве. Я понимаю, что международное право – это, конечно, очень важно, но я не настолько наивен, чтобы не понимать того, что именно сила рождает право. И по моему глубокому убеждению, Армения – это одна из тех государств, которые, безусловно, имеют право на наличие у них оружия массового поражения. Вы спросите, зачем? Отвечаю, с целью самообороны, чтобы выжить в условиях, когда вас мечтают уничтожить ваши соседи на вашей же исторической родине, на армянском Нагорье. Кстати, вы не интересовались случайно, зачем ядерное оружие Пакистану или Северной Корее? А ведь у них нет такой угрозы, которая есть у армян. Ну и так, друзья, в связи со всем вышесказанным, когда в следующий раз вы будете загорать на теплых пляжах Турции под теплым солнышком, а также будете размышлять над тем, признавать ли геноцид армян или не признавать, просмотрите еще раз это видео. Благодарю за внимание. So